Dari ulla jen yo sorulun. Все. Судья всероссийской категории Вячеслав Кривошапкин, город Якутск. Все поединки пройдут по двум коврам. Итак, на ковре А квалификационные поединки весовой категории до 61 килограмма приглашаются Александр Балуров, Дмитрий Аксенов, представители команды Республики Саха-Якутия. На ковре Б квалификационные поединки весовой категории до 70 килограммов приглашаются Максим Лебедев, Константин Ефимов, представители команды Республики Саха.
Доброе утро, уважаемые любители вольной борьбы. Мы начинаем второй завершающий соревновательный день чемпионата Дальневосточного федерального округа по спортивной борьбе. Дисциплина вольная борьба, мужчины и женщины. Сегодня мы с вами посмотрим схватки в 5 весовых категориях. Это весовая категория до 61, до 70, до 79, 92 и 125 килограммов. Сразу скажу нашим зрителям, что сегодня у нас соревнования будут без перерыва проходить, то есть практически сразу после полуфиналов у нас начнутся финалы, отдадут небольшое время для отдыха нашим спортсменам, и сразу же будет проходить борьба за медали. Сейчас на мате А и на ковре Б уже начинаются схватки в двух весах. Стадия квалификации в весовой категории до 61 килограмма на ковре А. Перед вами два спортсмена из Республики Саха-Якутия, Александр Балуров и Дмитрий Аксенов. На ковре Б весовая категория до 70 килограммов. Здесь борьбу ведут Максим Лебедев, Республика Саха, и Константин Ефимов, тоже Республика Саха-Якутия. Обратим внимание на ковер А. Здесь у нас выступает один из самых, скажем, титулованных спортсменов наших соревнований. Это Дмитрий Аксенов. Он является призером чемпионата России и, конечно же, безусловно, считается здесь одним из главных претендентов на главные награды нашего турнира. 61 у нас также есть здесь достаточно ровный состав, и есть сильные гости, в том числе из Бурятии, несколько спортсменов также будут здесь выступать. Это Тамир Гармаев из Бурятии, Чемит Джамсаранов. А в весовой категории до 70 килограммов мы с вами увидим выступления также и наших спортсменов, и гостей тоже. В том числе из Бурятии будет выступать Булат Батоев, Нарек Саакян из Хабаровского края, а наш и Гагик Тунян, Еврейская автономная область. В общем, такой достаточно большая география борцов. Давайте посмотрим на ковер. Пока мы видим без баллов. Борьба идет достаточно упорная. И сейчас будем следить за ходом схваток. Также в весовой категории до 79 килограммов тоже довольно интересные схватки нас с вами ждут. Из Республики Саха-Якутия в этом весе заявлены наши сильнейшие мастера Герман Устинов, Тимур Николаев. И с ними будут борьбу за медали вести очень много гостей из различных регионов. Мы дождемся, когда пойдут схватки в этих весах. Сразу после схваток в весовой категории до 61 килограмма они выйдут на ковре А. Также у нас по круговой системе будут проходить схватки в тяжелых весах до 92 килограммов и до 125. Так что посмотрим. Очень тоже интересные схватки будут нас ждать. В первый день, как вы знаете, у нас в составе сборной Республики Саха-Якутия 5 золотых медалей из 5 весовых категорий. И, конечно, это очень, скажем, хороший, даже отличный результат в первый день. Давайте далее смотреть. Мы сейчас увидели, как на ковре Б 5-0 сейчас ведет Ефимов. Константин Ефимов. Секундирует ему чемпион России Егор Пономарев. Сейчас он является тренером юношеской сборной нашей республики. В своем возрасте он работает. И Аксенов Дмитрий пока ведет со счетом 1-0 на ковре А.
На ковре А квалификационный поединок. Неудачно начал спортивный год на чемпионате России Дмитрий Аксенов. Я думаю, что это наверняка его подстегнуло и задело, наверное, его самолюбие, да? И я думаю, что здесь, на чемпионате дальнего востока, он должен был подойти в очень хорошей форме. Пока он ведет 1-0. Мы видим, Балуров Александр тоже активно начал второй период. Он уступает, хотя и с небольшим счетом, но он должен сейчас показывать активность. В случае, если Аксенов уйдет на глухую защиту, то арбитр уже будет вынужден отсчитывать 30 секунд. А нет, здесь пока баллов нет. Смена. И предупреждение сейчас, да? Аксенову, что может быть таким звоночком, да, в его адрес. Если он сейчас не будет более активно бороться, то получит предупреждение от арбитра и уже будет вынужден форсировать события. Снова свисток. Да, и 30 секунд уже Дмитрий Аксенов сейчас должен за это время совершить результативное действие, иначе 1-1. Да, и за ковер выталкивает Дмитрий Аксенов и делает счет 2-0. Полторы минуты еще бороться. На ковре Б Алексей Ефимов ведет, Константин Ефимов ведет со счетом уже 6-0, 7-0 сейчас. Снова за ковер вытолкал. Минута остается, а на ковре А пока счет неизменный. 2-0 ведет Дмитрий Аксенов. После этой схватки на ковре А мы ждем Александра Авелова и Джоустана Седалищева. Далее Нюргун Терентьев и Тамир Гармаев. Петр Константинов и Манчары Ильинов. Баян Баяман, Жамсаранов Чемит. Семен Владимиров и Петр Гоголев. На ковре Б после этой схватки мы ждем Владислава Кривошапкина. Он будет бороться с Егором Захаровым. Тоже будет очень интересная схватка. Конкурентная. И еще один балл у Дмитрия Аксенова. 3-0 ведет. 20 секунд остается. Снова за ковер вытолкнул соперника. И взял балл. На ковре Б победу одержал Константин Ефимов, Республика Саха-Якутия. На ковре Б Константин Ефимов выиграл На со ковер Б счетом 7-0. приглашаются Владислав Кривошапкин, Егор Захаров, представители команды Республики Саха-Якутия. Дмитрий Аксенов выиграл со счетом 3-1. На ковре А победу одержал Дмитрий Аксенов, Республика Саха-Якутия. Да, а на ковре Б уже спортсмены вышли. На ковер А Смотрим за приглашаются схваткой Владислава Александр Кривошапкина Айлов, и Егора Захарова. Седалищев, представители команды Республики Саха-Якутия.
пока нули на обеих коврах. На ковре А также у нас спортсмены начали схватку. Александр Авелов и Джулус Седалищев, оба спортсмена сборной республики. Сейчас Авелов зарабатывает 2 балла, еще один накат, 2 наката, 6-0 сейчас счет схватки уже. За минуту с лишним успел набрать в одной атаке 6 баллов Авелов. Снова Авелов сейчас 2 балла зарабатывает, 8-0. И в партере просто удерживает, не стал работать сейчас. А на ковре Б у Кривошапкина 1 балл в первом периоде. Ну, за счет предупреждения. Егор Захаров тем временем переводит за спину, выходит. И работает сейчас... Нет, не сделал сейчас. Переворот 2-1 ведет Егор Захаров. Заканчивается у нас первый период на ковре Б. На ковре А Александр Авелов одерживает уверенную На победу. ковре А Заявным чистую техническую победу одержал Александр преимуществом Авелов, 10-0. Республика Саха-Якутия. На ковер А приглашаются Нюргун Терентьев, Республика Саха-Якутия, Тамир Кармаев, Республика Бурятия. На ковре А сейчас вызывается Нюргун Терентьев и Тамир Гармаев. Терентьев, Республика Саха-Якутия, Гармаев, Республика Бурятия. На ковре А ввиду неявки спортсмена победа присуждается Нюргуну Терентьеву. Да, к Республика сожалению, Тамир Саха-Якутия. Гармаев не вышел на ковер и На ковер А Нюргун Терентьев приглашаются Петр Константинов, выигрывает схватку. Манчары Ильинов, представители команды Республики Саха-Якутия. Вызывается на ковера Петр Константинов, призер первенства мира, и Манчары Ильинов, также Республика Саха-Якутия. На ковре Б тем временем у нас второй период. Интересные схватки весовой категории до 70 килограммов. Владислав Кривошапкин и Егор Захаров. 2-1 ведет Егор Захаров, представитель Татинского улуса. Сейчас еще 2 балла, 4-1 ведет Егор, работает в партере. 4-1 все-таки. На ковре А Петр Константинов, Манчары Ильинов. Также напомню, что призеры нашего чемпионата получают право выступить на чемпионате России. И для любого спортсмена, конечно, это главная задача — войти в число медалистов. А у нас уже после этого круга уже начнется стадия 1/4 финала. Два балла сейчас зарабатывает Ильинов, Манчары. Довольно неожиданное начало схватки. На ковре Б последняя минута схватки весовой категории до 70 килограммов. Владислав Кривошапкин и Егор Захаров. 4-1 счет схватки в пользу Захарова, но из
секунд еще есть у Владислава. секунд. Пытается найти захват Владислав. Сделать бросок. Конечно, его 2 балла уже не спасут. Надо сделать амплитудный бросок на 4 балла. Как минимум. Вот поэтому со стойки он пытается сделать бросок. Но не получается. 9 секунд. За ковер уходит Егор Захаров. И 1 балл его сопернику. 4-2. Но сейчас уже 2 балла могут принести ему победу. Еще 1 балл. Он достаточно, на самом деле, рискованный ход. Даже 2 балла почему-то показывает. На табло 2 балла. Посмотрим, что там. Арбитр решает, руководитель ковра. Тем временем Петр Константинов на ковре А зарабатывает 2 балла и сравнивает счет 2-2. На ковре Б мы посмотрим, чем же все-таки закончится схватка. Ну, зря, наверное, Егор Захаров так рисковал, доводил дело до судейского решения, какого-то спора. Вел достаточно уверенно со счетом 4-1 и уходили в глухую оборону. Это чреват. На самом деле, если уход борца на последних секундах имеет значение, имеется в виду, если он уходит явно от борьбы и пытается отдать сопернику балл, то арбитр может присудить еще 1 балл. То есть уже 2 балла он может дать его сопернику за то, что, во-первых, спортсмен уклоняется от борьбы, а во-вторых, за то, что он вышел в супервью. На ковре Б победу одержал Егор Захаров. Но здесь он выиграл Саха-Якутия. 4-4. Видимо, может, по качеству выиграл, На да. ковер Б приглашаются Булат Батоев, Республика Бурятия, Егор Герасимов, Республика Саха-Якутия. Петр Константинов на ковре А. Первый период завершается счетом 6-2 На в ковре свою А. пользу. Конечно, он гораздо опытней, ну и по возрасту он постарше будет. Так что я думаю, здесь он такой большим фаворитом выступает. А на ковре Б сейчас будет схватка между Булатом Батоевым, Республика Бурятия, и Егором Герасимовым, Республика На ковре Б Саха-Якутия. ввиду неявки спортсмена победа присуждается Снова Егору выходит Герасимову, Булат Республика Батоев, Бурятия, Саха-Якутия. и Егор Герасимов выходит в следующий круг. На ковер Б приглашаются Нюргун Андреев, Республика Саха-Якутия, Нарик На ковер Б Саакян, Хабаровский вызывается край. Нюргун Андреев, Республика Саха-Якутия, и Нарик Саакян, Хабаровский край. Будем надеяться, что схватка все-таки начнется. На ковре А Петр Константинов со счетом 6-2 ведет. Посмотрим, как он себя проявит во второй трехминутке. На ковер Б приглашается Нюргун Андреев. Арбитр пока не показывает никому бороться активнее, хотя во втором периоде ни одного балла еще не разыграно. 6-2 счет неизменный идет, минута 20 остается. Вот сейчас показывает. Ну, скорее всего, сейчас будет свисток, да, и
пока устные замечания. На ковре Б вышли у нас спортсмены весовой категории до 70 килограммов. В красном углу Нюргун Андреев, а в синем трико Нарек Саакян, Хабаровский край. Еще один бросок от Петра Константинова. 2 балла. 9-2. Но мы посмотрим сейчас за ковром Б больше. Уделим внимание нашему гостю из Хабаровского края. Нарек Саакян против Нюргуна Андреева. Опять же бездействие сейчас, и арбитр 30 секунд отсчитывает. Пока такая толкотня, прямо скажем, да, без активных действий. 1 балл сейчас будет у Андреева. Тем временем на ковре А победу одерживает Петр Константинов со счетом 11-2. На ковре А весовой категории до 61 килограмма победу одержал Петр Константинов, Республика Саха. Вызывается на ковер А Биян Бияман, ковер Республика А Саха, и приглашается Чимит Джамсаранов, Биян Республика Бурятия. Республика Саха-Якутия, Чимит Джамсаранов, Республика Бурятия. Давайте также посмотрим за ковром А. Чимит Джамсаранов, гость из Бурятии, и Биян Бияман. 2 балла Биян Бияман сразу же на первых секундах зарабатывает. И сейчас в таком опасном положении держит спортсмена, но арбитр поднимает На цену ковре ковра. Б весовой категории до 70 килограммов поединок ведут в красном трико представитель команды Республики Саха Нюргун Андреев и его соперник. В синем трико представитель команды Хабаровского края Нарек Саакян. Еще одна атака от Бияна Биямана. Должен взять сейчас 2 балла. Чуть не накрылся, наверное, сейчас. 2 балла. 4-0. Работает в партере активно Биян. На ковре Б 3-0 ведет Андреев.
Джамсаранов первый балл зарабатывает, вывел за ковер Баямана. Один. Последняя минута первого периода. И первый период, видимо, так и заканчивается со счетом 4-1 на ковре А в пользу Баяна Баямана. На ковре А весовой категории до 61 килограмма поединок ведут На ковре Б последняя минута, 38 секунд остается до конца поединка, ведет Миргун Андреев со счетом 3-0. Очень активно сейчас работал Саакян, но бросок его не получился. За спину вышел Андреев и еще 2 балла зарабатывает. 5-0 ведет. 18 секунд остается. Поднимает арбитр центр ковра. На ковре А Джамсаранов еще 2 балла зарабатывает, и уже его преимущество Баямана сокращается до 1 балла, 3-4. Республика Саха, Якутия. Джамсаранов очень активно начал с первых секунд схватку во втором поединке На и ковер Б приглашаются еще 2 балла заработал. Владимиров, Константин Миргун Андреев Абрамов, довел представители команды победу Республики Саха, Якутия. до конца, победный счет. И сейчас на ковер Б приглашаются Вальтер Владимиров и Константин Капранов, оба Республика Саха-Якутия. На ковре А очень интересная схватка, еще 2 минуты между борцами из Республики Саха-Якутия и Республики Бурятия. Очень активно сейчас борьбу ведут спортсмены. 2 минуты еще им бороться. Предупреждение борцам. Такая ожесточенная борьба там пошла в последние минуты. Чемит Джамсаранов, Республика Бурятия, в синем трико. И в ноги проходит Джамсаранов. Очень опасном положении оказался Баян Баяман. Пока баллов нет, но вот сейчас уже за спину выходит его соперник Джамсаранов. И еще 2 балла выходит вперед. 5-4 счет. Последняя минута сейчас пойдет на ковре А. Решающая минута. 5-4 ведет Чемит Джамсаранов.
На ковре Б 2 балла зарабатывает Капрынов. Еще переворотом 6-8-0. И еще раз. И 10-0. Чистая победа Константина Капрынова. Даже 12 там, по-моему, уже баллов набрал. 10-0. И здесь на ковре А На ковре Б 2 в балла категории до зарабатывает 70 Буян килограммов. Баяман. Чистую 1 балл. техническую победу одержал Или 2. Константин Капрынов, Республика Саха-Якутия. Константина Капрынова поздравляем с победой. Очень уверенная, красивая На ковер победа приглашаются в первом периоде. Нургустан Иванов, Республика Приглашаются на Саха-Якутия. ковер Б Нургустан Иванов и Гагик Тунян. Еврейская автономная область. Тунян Гагик представляет еврейскую автономную область. На ковре А очень интересная схватка. Счет 5-5. И остается 18 секунд до окончания встречи. Жамсаранову сейчас надо атаковать. Он проигрывает. 10 секунд остается. Пытается за ковер вытолкнуть Баямана. Но сам сейчас оказывается на лопатках. 2 балла зарабатывает Буян Баяман и доводит счет 7-5 и победа за Буяном Баяманом. Победу одержал Баяман Буян, Республика Саха-Якутия. На ковер приглашаются Семен Владимиров. Ну и последняя пара, которые будут бороться в стадии квалификации за выход в 1/4 финала. Семен Владимиров, Республика Саха, и Петр Гоголев, также представитель Республики Саха-Якутия. На ковре Б Нургустан Иванов, также последняя пара в стадии квалификации. Нургустан Иванов и Гагик Тунян. Уважаемые секунданты, просим обеспечить себя медицинскими защитными масками. Схватки начались на 2 коврах. Семен Владимиров и Петр Гоголев на ковре А, ну и Нургустан Иванов и Гагик Тунян на ковре Б. Нургустан Иванов активно тоже начал схватку. 2 балла сразу на первой минуте. Пытается уйти за ковер его соперник. И арбитр в центр ковра ставит борцов. На ковре А тоже интересная схватка между Семеном Владимиром и Петром Гоголевым. Да, 30 секунд отсчитывает Владимирову, и он атакует, зарабатывает 1 балл. Не дал Петру Гоголеву в эти 30 секунд отзащищаться, и 1-0 ведет Семен Владимиров.
На ковре Б квалификационный поединок весовой категории до 70 килограммов ведут в красном трико представитель команды Республики Саха-Якутия Миргустан Иванов. Его соперник в синем трико. Первый период на ковре А заканчивается со счетом 1-0 в пользу Семена Владимирова. На ковре Б ведет Миргустан Иванов со счетом 2-0, но они уже сейчас выходят на ковер. Республики Саха-Якутия Семен Владимиров. Его соперник Тунян Гагик, Еврейская автономная область. Несколько борцов мы уже видели из Биробиджана. В целом у нас 7 регионов представлены. Конечно, наибольшее представительство у хозяев. Сборная Бурятии внушительным также составом приехали. Ну и из других регионов по несколько спортсменов. Из Еврейской автономной, Хабаровска, Амурской области, Приморья. Снова еще 2 балла зарабатывает сейчас Миргустан Иванов, 4-0 ведет. Ну а на ковре А начинается второй период схватки между Семеном Владимировым и Петром Гоголевым. Снова проход в ноги от Семена Владимирова. И сам ходит за ковер. И отдает балл сопернику. Ну да. Конечно. Сам отдал в атаке 1 балл. Очень такой. И чуть было сейчас не прошел в ноги его соперник. Снова пытался поднырнуть Семен Владимиров. Сейчас вот, преимущество на стороне Петра Гоголева, хотя вроде атаковал Семен Владимиров. Две минуты остается. Семен Владимиров атакует. Он пока не отличается вот такой разнообразие. Опа, ну за спину сейчас перевел, пытался сначала за коверными вытолкнуть. Сейчас отличный перевод еще накатом 5-1. На ковре Б 8-2 в пользу Иванова. На ковре А Семен Владимиров все-таки свое преимущество воплощает в баллы. 5-1. 1,5 минуты еще бороться ему. В следующей стадии, в стадии 1/4, Семен Владимиров, кстати, выйдет на Андрея Гатаулина из Республики Бурятия, если он выиграет, да, эту схватку. Также, кстати, изменения в правилах касаются и проведения жеребьевки и так называемой стадии приведения, да, в сетки, стадии квалификации. Здесь уже из 2 сторон сетки, уже и с верхней, и с нижней по одному спортсмену, ну или по несколько спортсменов сразу отправляется в 1/4, 1/8, 1/16. И вообще, если раньше только с верхней там стороны квалификация начиналась, то сейчас уже с обеих сторон так симметрично делают сетку. Еще бросок от Иванова на 4 балла, если не ошибаюсь, и 12-2 чистая победа Миргустана Иванова. Он выходит в следующую стадию. На ковре И в следующей стадии в 1/4 финала он встретится с Саяном Джизымаевым из Бурятии. На ковре Б начинаются поединки в супертяжелом весе до 125 кг. На ковре Б сейчас Алексей Арканов, весовая категория до 125 начинается. Киреятников, Амурская область. Первый круг. На Всего ковре А в этом победу весе одержал Семен Владимиров, 7 Республика спортсменов, Саха-Якутия. и первыми на ковер На выйдут ковре А начинаются Алексей Арганов и поединки Руслан 1/4 Текеревятников финала на ковре Б. весовой категории до 79 А на ковре приглашаются А Тюмен до Матвеев, 79 Республика килограммов Бурятия, спортсмены выходят. Сосо Караян, Хабаровский край. Здесь 8 спортсменов, и сразу же начинаются схватки с 1/4 финала. Первыми на ковер приглашаются Тюмен Бадиев, Республика Бурятия, и Сосо Тараян, Хабаровский край.
Как я вам ранее говорил, здесь также будет выступать Герман Устинов, который выйдет после этого поединка. Бороться будет он с Николаем Константиновым, также представителем Республики Саха-Якутия. Далее выйдет на ковер Тимур Николаев против Эмиля Рамазанова из Хабаровского края. А последняя схватка в 1/4 это Денис Максимов, Республика Саха-Якутия, и Аюр Дондуков, Республика Бурятия. В тяжелом весе до 125 килограммов первые Алексей Арганов, Республика Бурятия, на ковре Б, и Руслан Тетеревятников, Амурская область. Сейчас на ковре А и Б только гости будут выступать. Ну, посмотрим, в 125 от Республики Саха-Якутия будут выступать Андрей Аронов, Евгений Алексеев, Никита Хабаров. Так что, думаю, что медали мы ждать вправе в этом весе также. Ну и еще один вес у нас это до 92 килограммов. Здесь спортсменов, 5 спортсменов. В честь сборной Республики Саха-Якутия будут защищать Александр Халыев, Сергей Николаев и Артем Сивцев. Их также мы скоро увидим на ковре. На ковре А первый балл у Бадиева, Тюмень Бадиев, Республика Бурятия. Еще раз напомню, что сегодня у нас соревнования пойдут без перерыва, да? Без перерыва на обед. То есть достаточно быстро все у нас пойдет. И финалы, конечно, в каждом весе будут очень интересными. Так же, как и вчера. Ну, наверняка те, кто смотрел за схватками в первый соревновательный день, остались довольны тем, что они увидели в финальных схватках. Очень много баллов было разыграно, очень интересные по сценарию поединки проходили. Ну и, конечно, местные болельщики могут не радоваться 5 золотым медалям. На ковре А весовой категории до 79 килограммов поединок ведут в красном трико представитель команды На ковре Республики Б Бурятия Тубен Бадиев. переворот Его нокаутом, соперник в синем уже трико представитель преимущество команды у Арганова Хабаровского края 10-1. Если Сосо еще Короян. один балл сейчас может взять Арганов, то завершает он эту схватку досрочно. Да, так и происходит. Алексей Арганов 10, даже 12-1 выигрывает. Представитель Республики Бурятия выиграл у спортсмена из Амурской области. Ну и сейчас 2 спортсмена из сборной Республики Саха-Якутия выйдут в первом круге бороться. Это группа А. Нет, 10-1 все-таки, да, и недосрочно, а продолжается схватка. Но, тем не менее, очень близок к победе Арганов. Выйдут Андрей Аронов и Евгений Алексеев сразу после этой схватки, а потом представитель Амурской области Маркин Андрей, и его соперником будет Никита Хабаров.
На ковре Б в весовой категории до 125 килограммов поединок ведут в красном трико представитель команды Республики Бурятия Алексей Арганов. Его соперник в синем трико представитель команды Амурской области Руслан Тетеревятников. На ковре Б 10-1 в пользу Арганова. На ковре А также преимущество у спортсмена из Республики Бурятия Тумена Бадиева. 3-0 ведет он за минуту 20 до конца встречи. И все-таки досрочная победа у Арганова на ковре Б 12-1. И ждем сейчас Андрея Аронова и Евгения Алексеева. На ковре Б с явным техническим преимуществом победу одержал Алексей Арганов, Республика Бурятия. На ковер Б приглашаются Андрей Аронов, Евгений Алексеев, представители команды Республики Саха-Якутия. Еще один отличный бросок от Бадиева, и ведет он уже 5-0 на ковре А, 79 килограммов. Тумен Бадиев. 20 секунд остается. А на ковре Б два представителя Республики Саха-Якутия. Многоопытный борец Евгений Алексеев, который многие годы уже защищает цвета республики на различных соревнованиях. Является титулованным спортсменом и в национальной борьбе Хапсагай. Ну и Андрей На ковре Аронов, А сейчас в 1/4 молодой финала в лидер категории до тоже нашей 79 сборной, килограммов победу одержал Тумен финалист Бадиев, чемпионата Республика Бурятия. республики. На ковер А приглашаются Николай Константинов, Герман Устинов, представители команды Республики На Саха-Якутия. ковре А вызывается на ковер Николай Константинов и Герман Устинов. Оба Республика Саха. На ковре Б пока равная схватка. Аронов более такой активный. В середине ковра. Герман Устинов на днях недавно боролся на международном турнире Шардагу. Так что готовность у него должна быть хорошая. Сразу же 2 балла зарабатывает. В первой минуте еще 2 балла. 4-0 ведет. Ну а на ковре Б предупреждение получил Евгений Алексеев, и 1 балл заработал Андрей Аронов. Герман Устинов
является, если не ошибаюсь, пятикратным, да, чемпионом Дальнего Востока. Идет он еще за одной наградой, наверное. Еще 1 балл зарабатывает. 2 балла. 6-0. (8-0). И 2 балла могут принести ему уже досрочную победу. На ковре Б первый период завершается со счетом 1-0. Поединок Андрей ведут Аронов ведет. представители команды Республики Саха-Якутия Андрей Аронов, Евгений Алексеев. Последняя минута первого периода на ковре А. Герман Устинов ведет 8-0. Снова проходит в ноги стремительно. И сейчас должен взять 2 балла, довести счет до 10-0. 10-0. Устинов выходит вот в 1/4 финала и будет бороться с Туменом Бадиевым из Республики Бурятия за выход в финал. Далее на ковре А вызываются Тимур Николаев и Эмиль Рамазанов, Хабаровский край. Эмиль Рамазанов, Хабаровский край. На ковре Б у нас счет все еще 1-0 в пользу Андрея Аронова. Без большого количества технических действий. Равная борьба. Но все-таки больше активность показывает Андрей Аронов, конечно. Пытается он найти подходы к защите соперника. Ищет ключи. На ковре А началась схватка между Николаевым и Рамазановым. Саха и Хабаровск. Небольшой конфликт на ковре А. Еще одно предупреждение Евгению Алексееву. 30 секунд опять отсчитывают. Последняя минута пошла на ковре Б. Скажу сразу после этой схватки Андрей Маркин, Амурская область, и Никита Хабаров, Республика Саха-Якутия. Увидим на ковре Б. На ковре А первая минута пока без баллов. Тимур Николаев более активный, конечно, атакует. На ковре Б завершается схватка. Евгений Алексеев сейчас проходит в ноги. Но чуть было защитился Андрей Аронов. Последние секунды схватки. Проходит в ноги Евгений. Снова такой бросок. Завершается встреча. 2-0 выигрывает Андрей Аронов. Тем временем на ковре А проходил в ноги Тимур Николаев, но его соперник защитился. Он сейчас, но засчитывается ему 30 секунд. Без технических действий. И 1-0 же в пользу Николаева совершенно будет. Республика Саха-Якутия.
ковер Б выходит в красном трико Андрей Маркин, Амурская область, и в синем трико Никита Хабаров, Республика Ввиду неявки Саха-Якутия. спортсмена победа присуждается Ну, как Никите мы видим, Хабарову, не Республика вышел Саха-Якутия. Маркин Андрей, и Никита Хабаров На выигрывает ковре первый круг. начинаются поединки в 1/4 финала весовой категории до 70 килограммов. Приглашаются Алексей Боровицкий, Республика Бурятия, Константин Ефимов, Республика Да, Саха-Якутия. сейчас вызывается на ковер Б в 1/4 финала весовой категории до 70 килограммов Алексей Боровицкий, Республика Бурятия, и Константин Ефимов, Республика Саха-Якутия. На ковер Б. Ждем выхода спортсменов. А на ковре А Тимур Николаев первый период завершает со счетом 1-0. Рамазанов очень достойное сопротивление оказывает одному из наших лидеров. 1 балл только за счет предупреждения соперника. А Алексей Боровицкий на ковре Б уже вышел. Финала весовой категории до 79 килограммов. Алексей Боровицкий, многоопытный спортсмен, победитель и призер различных международных турниров. Частый гость у нас здесь и на турнире Коркина, и на многих других соревнованиях мы его видим в этих весовых категориях. 79, да? 70. Алексей Боровицкий ждет соперника. Константин Ефимов должен выйти. А Тимур Николаев на ковре А проходит в ноги с первых секунд и должен сейчас уже свое преимущество превращать в 3-0. Работает в партере активно. Пытается взять. Не получилось. Защитился Рамазанов. Но Тимур Николаев ведет 3-0. На ковре Б все ждут Константина Ефимова. После этой схватки мы увидим Егора Захарова и Егора Герасимова. Далее Миргун Андреев и Константин. Вышел, да, Ефимов Константин. И началась схватка на ковре Б. На ковре А полтора минуты остается. Тимур Николаев еще 2 балла зарабатывает. 5-0 ведет. И в партере пытается отработать еще. На ковре Б Алексей Боровицкий и Константин Ефимов. Интереснейшая схватка. 11-0 Тимур Николаев выигрывает и выходит в 1/2 финала. Его соперника мы узнаем после следующей схватки, на которой вызывается Денис Максимов, Республика Саха-Якутия, и Аюр Дондуков, Республика Бурятия. Денис Максимов, Республика Саха-Якутия, Аюр Дондуков, Республика Бурятия. Ковер Б пока 0-0, но арбитр призывает активнее снова бороться. На ковре А началась схватка между Денисом Максимовым и Аюром Дондуковым, Республика Бурятия. На ковре Б предупреждение получил Константин Ефимов и может сейчас Боровицкий получить балл.
Но не откладывая в долгий ящик, Алексей Боровицкий проходит за спину и переворот. 4-0. Нет, 2-0, да? 3-0 показывает. Так. Еще работает очень активно в партере. 2 балла, да? Показывает. 5-0 ведет. 7-0. А Дандуков уже счет довел до 8-0. 9-0 Алексей Боровицкий и 11-0, если я правильно понял жест арбитра. Да, и досрочная победа Боровицкого. На ковре Б чистую техническую победу одержал Алексей Боровицкий, Республика Бурятия. Да, он выходит На в 1/2 ковер финала Егор и Захаров, встретится Егор в Герасимов, полуфинале с представители победителем команды Республики Саха. пары Егор Захаров и Егор Герасимов, которые сейчас выйдут на ковер Б. На ковре А Дандуков Аюр 8-0 выигрывает. Два борца из Бурятии очень уверенно сейчас провели схватку. На ковре Б Егор Захаров и Егор Герасимов. Один из победителей выйдет на Алексея Боровицкого за выход в финал. Первый период на ковре А завершается. Счет 8-0 в пользу Аюра Дандукова. На ковре А в 1/4 финала весовой категории до 79 килограммов поединок ведут в красном трико представитель команды Республики Саха-Якутия Денис Максимов. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Бурятия Аюр Дандуков. Захаров, Герасимов на ковре Б. Пока без баллов, опять же. И первая только минута. Но это уже решающие стадии. Четвертьфинал. Один из победителей точно будет бороться за медали. Либо за золотые, либо бронзовые. Опа, какой бросок. На 4 балла. На 5 баллов, да, оценивает этот бросок Егора Захарова. Чистый. И еще за спину выходит Егор Захаров. 6-0. 8-0. Даже 10-0 уже. Все. Чистая победа Егора Захарова. На ковре Б весовой категории до 70 килограммов чистую техническую победу одержал Очень Егор красивую Захаров, схватку Республика провел Саха-Якутия. сейчас, конечно. Но его следующим соперником будет уже На Алексей ковер Б Боровицкий. приглашаются Это будет уже серьезный Юргон экзамен. Андреев, Константин Ну а на Капрунов, ковер Б представители команды приглашаются Республики Саха-Якутия. Нергон Андреев, Республика Саха-Якутия, и Константин Капрунов, также Якутия, Республика Саха. Денис Максимов первые 2 балла набирает на ковре А, но в партере ничего сделать не смог, и отрыв все еще большой, 6 баллов.
На ковре Б Нюргун Андреев и Константин Капрунов вышли на ковер и начинают схватку. На ковре А последняя минута схватки между Денисом Максимовым и Аюром Дандуковым. Денис Максимов. Ух, да еще 2 балла. Да, 2 балла. 4-8 проигрывает. Но 36 секунд еще есть. Надо сейчас нацеливаться на 4-бальный бросок. Будет сейчас искать возможности для броска Максимов. 14 секунд, 13, 12, 10 последних секунд. Попробовать все-таки за спину. Прошел еще 2 балла. 6-8 завершается схватка. На ковре А весовой категории Денис Максимов слишком много отдал, конечно, в одной атаке там. В первом победу периоде одержал Аюр Дандуков, Республика Бурятия. Дандуков выходит в следующую стадию и встретится с Тимуром На Николаевым ковре за выход А в финал. начинается первый Весовой категории круг до весовой 79 категории до килограммов. 92 килограммов. Приглашаются Александр Халыев, Сергей Николаев, представители команды Республики Саха-Якутия. На ковре А начинается первый круг весовой категории до 92 килограммов. Как я уже говорил, здесь только 5 спортсменов. Они проведут схватки в 5 кругов. И первый круг сейчас начинается на ковре А. Выходят на ковер Александр Халыев и Сергей Николаев. Оба спортсмены сборной Республики Саха-Якутия. А тем временем на ковре Б Константин Капрунов 4-0 ведет. И последняя минута первого периода. Еще 2 балла сейчас может взять Константин. Да, выходит за спину. 6-0 ведет. И переворот еще пошел. 8-0 ведет. Все, чистая победа Константина Капрунова. На ковре Б чистую победу на душе одержал Константин Капрунов, Республика Саха-Якутия. Вызывается на ковер Б приглашаются Нюргустан Иванов и Саян Жикзымаев, Республика Бурятия. Республика Бурятия. Александр Халыев прошел в ноги на ковре А и сейчас 1 балл зарабатывает. На ковре Б. Еще раз напомню, схватка, последняя схватка в 1/4 финала. Нюргустан Иванов в красном трико, его соперник в синем трико из Республики Бурятия Саян Джикзымаев. Победитель встретится с Константином Капрыновым. Нюргустан Иванов 2 балла сейчас очень технично забирает. Будет работать сейчас в партере. Это из этого захвата, наверное, вряд ли что получится. Хотя
начинал вставать. 2-0 ведет Нургустан Иванов. На ковре А первый период завершается со счетом 1-0. За ковер вытолкнул соперника Александр Халыев и первую схватку выигрывает. На ковре А весовой категории до 92 килограммов поединок ведут в красном трико представитель команды Республики Саха Александр Халыев. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха Сергей Николаев. Жекзумаев на ковре Б пытался сейчас пройти в ноги. Защищается Нургустан Иванов. Все ближе мы к решающим стадиям. Практически в 3 весовых категориях. Полуфиналы уже очень близки. 2 балла Жекзумаев сейчас зарабатывает, и уже ничья в первом периоде 2-2. 11 секунд остается до конца. На ковре Б весовой перерыв категории до 2-2. 70 килограммов в 1/4 финала. Поединок ведут На ковре в красном А трико представитель счет пока команды неизменный. Республики 1-0 Саха ведет Нургустан Александр Иванов. Халыев. Его соперник в синем трико Проходит представитель сейчас в команды ноги. Республики 2 балла. Саян 4 балла, да, Жекзумаев. посадил на бедро соперника. И 5-0 счет встречи. 1,5 минуты еще остается. Призер чемпионата республики Александр Халыев в этом году. 2 балла еще. И 1 балл. Нет, 8-0 еще. Жекзумаев тем временем на ковре Б очень активно начинает и уже 4-2 ведет. Представитель сборной Бурятии. 6-0 показывает уже табло. В общем-то, 1 балл Сергей Николаев. 6-1 на ковре А. А на ковре Б Жекзумаев уже доводит счет до 6-2. Близок он к выходу в 1/2 финала. На ковре А после этой встречи выйдут на ковер Андрей Елбаскин, Республика Бурятия, и Фарид Кезимов, Еврейская автономная область. Жекзумаев еще 2 балла и 8-2. Уже серьезное преимущество обозначилось в конце первого периода. Успел он сравнять счет. На ковре А 6 победу баллов одержал безответных набрал во Александр втором Халыев, периоде. Республика Саха-Якутия. А на ковре А Халыев Александр, первая На ковер А победа. приглашаются Андрей Илбаскин, Республика Бурятия, Фарид Кезимов, Еврейская автономная область.
Последняя минута пошла на ковре Б. Жикзымаев ведет 8-2. И еще 2 балла сейчас не ранит. Нет, не смог все-таки, да. Иванов балл. Или 2. 9-2 показывает. 1 балл все-таки показывает Жикзымаеву. Видимо, за ковер ушел Иванов. Но уже сложно представить, чтобы проиграл сейчас Жикзымаев. И выйдет он во второй финала весовой категории до 70 килограммов. На ковре А Андрей Елбаскин и Фарид Кезимов. Бурятия и Еврейская автономная область. Весовая категория до 92 килограммов. Первый круг. Свободным выступает Артем Сивцев. Во втором круге Артем Сивцев встретится с Александром Халыевым. Это будет уже попозже. На ковре Б. Последние секунды. Ну и узнаем, кто выйдет следующим на ковер Б. На ковре Б победу одержал Саян Жикзымаев, Республика Бурятия. На ковре Б начинается второй круг весовой категории до 125 килограммов. Приглашаются Алексей Арганов, Республика Бурятия, Андрей Аронов, Республика Саха-Якутия. 1 балл на ковре А за Кезимовым. А на ковер Б следующая стадия, второй круг весовой категории до 125 килограммов. Выходят Алексей Арганов, Республика Бурятия, и Андрей Аронов, Республика Саха-Якутия. Посмотрим за схваткой на ковре Б. А на ковре А Елбаскин уже счет до 6-1 доводит в первом периоде. На ковер А приглашаются Алексей Арганов, Республика Бурятия, Андрей Аронов, Республика Саха-Якутия. На ковре А весовой категории до 92 килограммов поединок ведут в красном трико представитель команды Республики Бурятия Андрей Елбаскин. Его соперник в синем трико представитель команды Еврейской автономной области Фарид Кезимов. На ковре Б начинается схватка между Андреем Ароновым, синим трико, и Аргановым Алексеем, Республика Бурятия. Аронов работает первым номером.
И зарабатывает первый балл. 1-0. Еще раз он пытался сейчас вытолкнуть. На ковре А с явным техническим преимуществом победу одержал Андрей Илбаскин, Республика Бурятия. На ковре А начинаются поединки в 1/4 финала весовой категории до 61 килограмма. Приглашаются Жаргал Дамгинов, Республика Бурятия, Дмитрий Аксенов, Республика Саха-Якутия. Сейчас, да, 1/4 финала весовой категории до 61 килограмма на ковре А. Жаргал Дамдинов, Республика Бурятия, и Дмитрий Аксенов, Республика Саха-Якутия, за выход в 1/2 финала весовой категории до 61 килограмма. А на ковре Б Андрей Аронов. Бросок делает, который оценили на 2 балла. 3-0 ведет. И в партере здорово отрабатывает сейчас Андрей Аронов. 6-0 ведет. Первый период с очень серьезным преимуществом в счете ведет Андрей Аронов. 6-0. На ковре А начинается схватка в 1/4, 61 килограммов. Дамдинов, Аксенов, Якутия, Бурятия. Оценим, в какой форме Дмитрий Аксенов. На ковре Б весовой категории до 125 килограммов поединок ведут в красном трико представитель команды Республики Бурятия Алексей Арганов. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха Андрей Аронов. Жаргал Дамдинов. На ковре А он является призером чемпионата России, так же как и Дмитрий Аксенов, мастер спорта международного класса. Так что равная схватка ожидается. Дмитрий Аксенов сейчас получает предупреждение, и 20 секунд остается ему для выполнения технического действия. Жаргал Дамдинов тоже одна из восходящих звезд сборной Бурятии. Перспективный борец, уже опытный. 1-0 ведет он. Счет открыл в этой схватке. На ковре Б близок к чистой технической победе Андрей Аронов. 9-0 ведет.
Да, Туше выигрывает Аронов. Поздравляем с этой победой. Это уже вторая победа Аронова Андрея. Ну а на ковре А Жаргал Дамдинов уже На доводит ковре счет Б до в 3-0 супертяжелом весе в первом периоде. чистую победу на туше одержал Андрей Аронов, Республика Саха. Как я говорил, это один из фаворитов в этом весе. Один из На ковер соискателей Б медалей, конечно же. приглашаются Он является Руслан призером чемпионата России. Тетеревятников, Амурская область, Евгений Алексеев, Республика Саха-Якутия. На ковер Б приглашаются Руслан Тетеревятников, Амурская область, и Евгений Алексеев, Республика Саха-Якутия. На ковре А перерыв после На первого ковре периода. А 3-0 ведет финала Дамдинов. весовой категории до 61 килограмма поединок ведут представитель команды Республики Бурятия Жаргал Дамдинов. В синем трико Дмитрий Аксенов, представитель команды Республики Саха-Якутия. Второй период атакует Дмитрий Аксенов. Защищается Жаргалов. Пока еще ни одного балла не заработал Дмитрий Аксенов в этой схватке. «30 секунд дается Дамдинову. Все еще может измениться. Секунд остается. И за спину сейчас уходит. Очень классный бросок сейчас, оцененный на 4 балла, совершил Жаргал Дамдинов. Еще 2 балла. Ну и чисто это победа. 11-0. Жаргал Дамдинов. Отличная победа. Евгений Алексеев. Не дал своему сопернику ни одного балла. И На ковре победительная победа, конечно. Начинаются полуфинальные Но это один из поединки фаворитов, конечно, и до посмотрим. 70 килограммов. Приглашаются Алексей Боровинский, Дмитрия Аксенова и в утешительных схватках. Далее Александр Авелов и Нюргун Терентьев приглашаются на ковер А. На ковре А победу одержал Жаргал Дамдинов, Республика Бурятия. На ковер А приглашаются Александр Авелов, Нюргун Терентьев, представители команды Республики Саха. На ковре Б также решающая стадия весовой категории до 70 килограммов. Полуфинал.
Алексей Боровицкий в красном трико, Республика Бурятия, и Егор Захаров, Республика Саха-Якутия, в синем трико. Ждем начала этой схватки. А на ковре Александр Авелов и Нургун Терентьев, оба представители Республики Саха-Якутия, весовая категория до 61 килограмма. Проходит в ноги Нургун Терентьев, но защищается, уходит от этой атаки Авелов Александр. На ковре А. А на ковре Б сейчас решающая схватка в 1-2 финала весовой категории до 70 килограммов. Давайте посмотрим эту схватку. Алексей Боровицкий и Егор Захаров. Пытается пройти в ноги Боровицкий. Опа, бросок какой сейчас пытался провести, да? 1 балл все-таки засчитали или нет? Показывает арбитр 1 балл, да, Егор Захаров зарабатывает 1 балл. Ну да, я согласен, там можно было 1 балл засчитать. Очень резкое движение сделал Егор. В предыдущей схватке Егор Захаров выиграл у Егора Герасимова. Очень убедительно выиграл. Ну и пока ведет против очень опытного Алексея Боровицкого. За выход в финал весовой категории до 70 килограммов. Напомню еще раз. Это решающая схватка. Последняя минута первого периода. В 1/4 финала весовой категории до 61 килограмма поединок ведут представители команды Республики Саха-Якутия. В красном трико Александр Авелов, в синем Нургун Терентьев. Первый период завершается со счетом 1-0 в пользу Егора Захарова. Полуфинальный поединок весовой категории до 70 килограммов ведут в красном трико представитель команды Республики Секундирует Бурятия Егору Захарову Алексей главный Боровицкий, тренер сборной Республики в Саха-Якутия синем трико Александр представитель команды Савельевич Республики Оконешников. Саха Егор Захаров. Ну, первый день, конечно, Александр Савельевич может занести копилку. 5 золотых медалей. Да. И начальник нашей сборной. Вадим Семенов помогает тоже Егору.
Последняя трехминутка в этой встрече. Призывает активнее бороться арбитр. Но цена ошибки очень высока, конечно, в этой встрече. Здесь и тактически очень грамотно надо выстроить поединок, да? Активнее бороться призывает Алексея Боровицкого арбитр. 30 секунд. И красиво сейчас прошел в ноги, но без оценки. Это действие остается, не довел до конца эту атаку. Очень активно и очень резко, опять же, атаковал Егор Захаров. И мог бы здесь взять 2 балла. Но Боровицкий сейчас, да, на последних секундах предупреждения берет 2 балла. И даже сейчас очень красиво отрабатывает уже в партере. Ну, Егор. 8-10. 12-1 даже уже. Досрочная победа многоопытного Алексея Боровицкого. Ну, можем только аплодировать. Выходит в финал Боровицкий. Поздравляем. Частый гость на наших турнирах. На ковер Б приглашаются Константин Капрунов, Республика Саха. Следующая пара в Саян этом весе. Жаксымаев, Республика Бурятия. Константин Капрунов и Саян Шикзымаев. Снова противостояние между Бурятией и Республикой Саха. А на ковре А счет 3-2. На последних секундах Авелов зарабатывает 2 балла и выигрывает эту встречу. Летит, конечно же, челлендж от угла Терентьева, но посмотрим. Это уже за выход в 1/2 финала на ковре А весовой категории до 61 килограмма, а на ковре Б начинается еще одна полуфинальная пара весовой категории до 70 килограммов. Константин Капрунов и Саян Шикзымаев. Авелов все-таки выигрывает и выходит в полуфинал. Встретится он с Жаргалом Дамдиновым. Далее в 1/4 финала на ковре А Петр Константинов и Баян Баяман встретятся. Сейчас их призовут к ковру. Баян Баяман уже в центре ковра, а на ковре Б 4-0 ведет Капрунов, но Жезгымаев проводит в атаку. Нет, не вышел за ковер Константин Капрунов. Одержал Александр Авелов, Республика Саха. На ковре 1 балл еще за Константином. 5-0 ведет. Республика Саха. Жезгымаев в опасное положение сейчас поставил своего соперника. Это только первая минута, уже несколько баллов были разыграны, несколько очень острых атак. На ковре А начинается схватка между Петром Константиновым и Баяном Баяманом. Константин Капрунов в 1/2 финала борется за выход в финал. Его там ждет в случае успеха Алексей Боровицкий. Один из самых конкурентных весов во второй соревновательный день чемпионата Дальнего Востока. Это весовая категория до 70 килограммов. Ну и 61 тоже. Вы сами видели, да, в какой форме сейчас Жаргал Дамдинов. Очень убедительную победу одержал над Дмитрием Аксеновым. И встретится он в 1/2 финала с Александром Авеловым, который на последних секундах встречи в 1/4 смог победить Нургуна Терентьева. Константин Капрунов еще 1 балл.
Нет, да, балл все-таки присуждают спортсмену 5-0. Атакует в ногу Жест Гымаев, но уходит Константин Капрунов. Тренером Константина Капрунова, личным тренером сейчас является Егор Пономарев, чемпион России. Его земляк, это спортсмен из Чорапчинского улуса сейчас, да. Атакует Петр Константинов на ковре А и первые 2 балла зарабатывает. За 50 секунд до окончания первого периода 2-0 ведет. А в первый период на ковре Б завершается со счетом Полуфинальный 5-0. поединок весовой категории до 70 килограммов ведут в красном трико представитель команды Республики Саха Константин Капрунов. Его соперник в синем трико представитель команды Бурятии Саян Жикзымаев. Начинается второй период схватки между Шикзымаевым и Капрановым, а на ковре А Петр Константинов 4-0 ведет. Еще 1 балл зарабатывает На ковре Константин. А в 1/4 6-0. финала весовой категории до 61 килограмма поединок ведут представители команды Республики Саха-Якутия Петр Константинов, Буяман Буян. За спину выходит очень здорово Капрунов. 2 балла, 8-0 ведет. Защищается Шикзымаев в партере за 2 минуты до окончания полуфинала. 8-0 ведет Константин Капрунов. На ковре А начинается второй период четвертьфинальной схватки в весе до 61 килограмма. А на ковре Б досрочной победой завершает схватку Константин Капрунов. На ковре Б 10-0. И выходит в финал весовой категории до чистую 70 техническую килограммов. победу одержал Константин Капрунов, С чем мы Республика его и Саха-Якутия. поздравляем. И выходит в финал. Будет бороться за первое место с Алексеем Боровицким. Да, в скором времени мы посмотрим финал с участием Алексея Боровицкого, На Бурятия, ковре и Б Константина Капрунова, Республика третий Саха-Якутия. круг весовой категории до 125 килограммов приглашаются Алексей Арганов, Республика Бурятия, На Евгений ковре А Алексеев, Петр Республика Константинов Саха-Якутия. 6-0 уже ведет. 2 минуты остается. А на ковре Б начинается третий круг весовой категории до 125 килограммов. На ковер вызывается Алексей Арганов и Евгений Алексеев. Арганов Бурятия, Алексеев Якутия. Петр Константинов тоже уверенно выигрывает встречу со своим земляком Буяном Буяманом. Республика Саха-Якутия, оба спортсмена. Еще 2 балла, 8-0. На ковре А На ковре чистую А техническую победу одержал 10-0. Петр Победу одержал Константинов, Республика
Константинов выходит в 1/2 финала. На ковера приглашаются Семен Владимиров, Республика Саха-Якутия, Андрей Гатаулин, Республика Бурятия. Да, еще одна интереснейшая схватка в этом весе. Последняя пара в 1/4 финала весовой категории до 61 килограмма. Семен Владимиров и Андрей Гатаулин. Семен Владимиров, Республика Саха. Андрей Гатаулин, Бурятия. Семен Владимиров сейчас пытался пройти с высоких стоки, да, в ноги. Последняя пара в 1/4 финала в весе до 61 килограмма. Победитель этой пары выходит на Петра Константинова за выход в финал. Проходит в ноги Гатаулин. Тоже мы знаем уже достаточно давно этого борца. 2-0 ведет схватку Андрей Гатаулин. Много раз его видели на ковре международного турнира Дмитрия Петровича Коркина. Победитель и призер многих соревнований тоже. Уже не первый год в борьбе, скажем, да. Снова бросок в ноги, но Андрей Гатаулин защищается пока. Два балла еще Гатаулин. 4-0. Челлендж бросили с угла Семена Владимирова. 4-0 ведет Гатаулин. Сейчас главный судья Николай Дмитриевич Николаев поможет арбитрам определить соотношение баллов в этой встрече, а тем временем на ковре Б Евгений Алексеев ведет схватку со счетом 3-0. Это уже третий круг весовой категории до 125 килограммов на ковре Б. На ковре Б в супертяжелом весе поединок ведут в красном трико представитель команды Республики Бурятия Алексей Арганов, его соперник в синем трико, представитель команды Республики Саха-Якутия Евгений Алексеев. На ковре Б второй период начинается 125 килограммов. Третий круг. Евгений Алексеев и Арганов. Алексей.
Еще один балл Гатаулина за челлендж. И 5-0 ведет Андрей Гатаулин на ковре А. Семену Владимирову надо уже более активно бороться. Надо хотя бы какие-то баллы сейчас в первом периоде постараться набрать. Сильное преимущество у Гатаулина. Хотя несколько очень неплохих атак проводил Семен Владимиров. Другое дело, что до ума не довел. Здорово защищается, конечно, Гатаулин. Видно сразу, что борец опытный. Уже с классом, мастер спорта. Снова здесь не удалось набрать баллы Семену Владимирову. 25 секунд до окончания первого периода. На ковре Б победу одержал Евгений Алексеев со На счетом ковре 3-1. В супертяжелом весе до 125 килограммов победу одержал Евгений Алексеев, Республика Саха-Якутия. На ковер приглашаются Никита Хабаров и На ковер Санов Микеев. приглашаются Руслан Приморский край. Тетеревятников, Амурская Они область, Тетеревятников Руслан и Андрей Аронов. Республика Саха. А второй период сейчас начнется на ковре А. На ковре А в 1/4 финала весовой категории до 61 килограмма поединок ведут в красном трико Семен Владимиров, Республика Саха-Якутия, в синем Андрей Гатаулин, Республика Бурятия. Очень активно пытается атаковать, конечно, Семен Владимиров, но пока безуспешно. Очень хорошо защищается Андрей. Читает все атаки эти. Тут надо, наверное, задать такой темп, чтобы... ну и не подготовленный сейчас бросок. Такой подарок. Но здесь срыв, да. Ну, я думаю, что это правильно, наверное. Ну, нет. 2 балла. 7-0 ведет Гатаулин. Чистую победу на душе одержал Андрей Аронов. Андрей Аронов на первых секундах я даже не успел посмотреть эту схватку. Уже 4, уже на душе выиграл Андрей Аронов. Это его третья победа. Да, третья его победа. До 70 килограммов приглашаются Вальтер Владимиров, Республика Саха-Якутия. На ковре Б уже утешительные схватки в категории до 70 килограммов нам объявили. Потому что там уже финалисты известны, как мы знаем, Боровицкий и Капрунов. Так что сейчас увидим несколько утешительных схваток. Но все внимание, конечно, на ковер А, где 5-0 все-таки ведет, да, Гатаулин, там был срыв. На ковер Б приглашаются Вальтер Владимиров, Нюргун Андреев. Утешительный поединок, весовая категория до 70 килограммов. Просто так давать 2 балла. Надо более подготовленные атаки сейчас проводить, да, осмысленные. Семен Владимиров сейчас вот ноги прошел, надо что-то извлекать из этого. О, да, надо еще добавлять, брать захват, попробовать сделать бросок или перевести в опасное положение. Очень, как мы видим, гасит все атаки Андрей Гатаулин, хотя очень серьезно. И время уходит, наверное, да, лучше
новую атаку попробовать провести, потому что здесь может спасти лишь бросок на 5 баллов или несколько результативных действий. Времени уже очень мало, 40 секунд остается Семену. Попробовать несколько баллов взять, ставить, понервничать. 30 секунд, последние 30 секунд остается. В случае победы. О, еще один неподготовленный бросок. 2 балла Гатаулину. 15 секунд остается. Еще одна попытка от Владимирова, но завершается На ковре А в время, 1/4 финала отведенное на победу поединок. одержал И Андрей Гатаулин выходит Республика в Бурятия. полуфинал, встретится с Петром Константиновым. На ковре А начинается второй круг весовой категории до 92 килограммов. Приглашаются Артем Сивцев, Александр Халыев, представители команды Республики Саха. На ковре А начинается второй круг весовой категории до 92 килограммов, как объявили, да. Выходит Артем Сивцев, Республика Саха-Якутия, Александр Халыев, Республика Саха-Якутия. Далее в этом весе же Сергей Николаев и Андрей Елбаскин, Республика Бурятия. Елбаскин в первом круге одержал уверенную победу над Фаридом Кезимовым, Еврейская автономная область. И они сейчас с Александром Халыевым лидируют в этой гонке. Халыев также уверенно выиграл у Сергея Николаева в 92 килограмма. Еще раз отмечу 5 только участников и 5 кругов будет проведен турнир в этом весе. На ковре Б утешительная схватка весовой категории до 70 килограммов проходит между Владимировым и Андреевым. Вальтер Владимиров в красном трико и Стан Андреев. Да. Миргун Андреев в синем трико. Вальтер Владимиров ведет. На ковре А Артем Сивцев и Александр Халыев. Вальтер Владимиров еще 2 балла и еще 5-0 первый период. На ковре Б утешительный поединок весовой категории до 70 килограммов ведут в красном трико представитель команды Республики Саха Вальтер Владимиров, его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха-Якутия Миргун Андреев. Александр Халыев проходит в ноги на ковре А и пытается 2 балла набрать, да? Сколько сейчас? 2 балла, да, 2 балла. А на ковре Б 7-0 же ведет Вальтер Владимиров. Девять 0. И чистая победа Вальтера Владимирова на ковре Б. На ковре А первый На ковре Б продолжается. весовой категории до 70 килограммов утешительный поединок. Чистую победу на душе одержал
Вальтер Владимиров, Республика Саха. Александр Халыев еще 1 балл зарабатывает, ведет 3-0. На ковре А весовой категории до 92 килограммов поединок ведут в красном трико Артем Сивцев, в синем Александр Халыев, представители команды Республики Саха. Второй период на ковре А. Второй круг весовой категории до 92 килограммов. Халыев сразу же начинается атаки. Ведет 3-0. Сейчас еще 1 балл Александру Халыеву за пассивное ведение борьбы его соперника Артема Сивцева. 4-0. 1,5 минуты остается до конца встречи. Но еще раз напомню, что у нас сегодня без перерыва соревнования. Уже скоро мы увидим финальные схватки. Ну и, конечно, нас ждет очень интересные полуфиналы весовой категории до 61 килограмма. Жаргал Дамдинов, Александр Авелов, Петр Константинов и Андрей Гатауллин. «50 секунд». Но пока ни одного шанса не дает Александр Халыев своему сопернику.
Последние секунды схватки. Александр Халыев выигрывает вторую схватку в этом весе. На ковре А В первом он победу выиграл одержал Сергея Николаева, сейчас Александр Халыев, победа над Республика Артемом Саха-Якутия. Сивцевым. Это второй круг. На ковер А приглашаются Сергей Николаев, Республика Саха, Андрей Илбаскин, Республика Бурятия. На ковер А приглашаются Сергей Николаев и Андрей Елбаскин, Республика Саха и Бурятия. Елбаскин очень уверенно выиграл в первом круге схватку с Фаридом Кезимовым. Он уже в центре ковра, да, Сергей Николаев также выходит. Уже больше 2 часов продолжается наше соревнование. И все ближе ответственные стадии во всех весовых категориях. 70 килограммов у нас уже известны финалисты. Напомню, что в первый соревновательный день сборная Республики Саха-Якутия выиграла 5 золотых медалей. Самой, конечно, серьезную конкуренцию составили борцы из Бурятии. В Бурятии также серебро Виктора Джербаева в весе до 65 килограммов, бронза Булата Байсхалонова в этом же весе. Также 2 бронзовые медали в весе 74 килограммов у Никиты Жаргалова и Буяна Церенова. Вот все медали, которые выиграли спортсмены из Бурятии. И 1 медаль у Владислава Шумова, представителя Приморья. Все остальные медали на счету у спортсменов сборной Республики Саха-Якутия. Первая золотая медаль из 5 попыток. У него уже 4 серебряные медали у Федора Постникова. Второе место 57 килограммов у Айсена Винокурова. Бронзовые медали у Аяла Белолюбского и Джоустана Федотова. 65 килограммов Айхан Антонов, золотая медаль. 2 бронзы у Ниргуна Александрова. Бронзовую у Ниргуна Александрова. Еще 1 бронза у Булата Байсхалонова в этом весе. 74 килограмма Стас Винобоев, победитель. Второе место Албана Вакумов. 3 места у Никиты Жаргалова и Буяна Церенова, как я говорил, да. 86 килограммов Игорь Сафронеев. Впервые выиграл золотую медаль Дальнего Востока. Второе место у Сафрона Сафронова. 3 у Айсена Копырина. 97 килограммов Никита Сафронов, Республика Саха-Якутия. Сергей Семенов, также Республика Саха-Якутия. И Владислав Шумов, Приморье. Ну и сегодня, как мы видим, сборная Бурятии тоже очень близка к успеху. Уже на этот раз могут претендовать, конечно, и на золотую медаль. 61 килограммов мы видели, в каком порядке, да, находится Жаргал Дамдинов. Ну и Андрей Гатаулин не дал ни одного балла Семену Владимирову. Одержал уверенную победу. Ну и в 70 килограммов вышел в финал Алексей Боровицкий. Встретится с Константином Капрыновым. Первый период в весе до 92 килограммов завершается в пользу Андрея Елбаскина. 3-0 ведет
Сергей Николаев. Его соперник в синем трико представитель команды Бурятии Андрей Илбаскин. Второй В данное период. время начинается полуфинальный поединок весовой категории до 125 килограммов. Приглашаются Никита Хабаров, Евгений Алексеев, представители команды Республики Саха. Да, как мы слышали, да, комментатор на ковер Б зовет на 1/2 финала весовой категории до 125 килограммов Никиту Хабарова и Евгения Алексеева, На ковер Б представителей Республики Никита Саха-Якутия. Хабаров, Евгений Алексеев. Ковер Б. А на ковре А 92 килограмма Андрей Илбаскин доводит счет до 5-0. Ну, уже вырисовывается здесь уже доминирование в этом весе в 92 килограмма Александра Халыева и Андрея Илбаскина. Видимо, именно во встрече с этих двух спортсменов мы увидим обладателя золотой медали в этом весе. Андрей Илбаскин одерживает победительную победу в Весовой категории 0:13. до 92 килограммов. Чистую техническую победу одержал Андрей Илбаскин, Республика Бурятия. Они На ковре А встретятся начинается только полуфинальный поединок в четвертом весовой круге. категории до 61 Это будет килограмма. первая встреча Приглашаются в этом круге, так Жаргал что ждем. Дамдинов, Республика Бурятия, Александр Андрей Илбаскин и Авинов, Александр Республика Саха. Халыев. А на ковре А уже начинаются схватки полуфинальные, да? На ковре А тоже полуфинал еще один. Так же, как и в 125 между собой путевку в финал оспаривают Никита Хабаров и Евгений Алексеев. Сейчас на ковре А выйдут Жаргал Дамдинов в красном трико и Александр Авелов. Бурятия, Якутия. Очередная встреча, очередное противостояние за выход в финал весовой категории до 61 килограмма. Решающая схватка. Давайте посмотрим. Жаргал Дамдинов в первом круге в 1/4 финала одержал очень уверенную, убедительную победу над Дмитрием Аксеновым и обозначил свои притязания на золотые медали, конечно. Два полуфинала в двух весах. Параллельно идут на двух коврах у нас. В Центре спортивной подготовки «Триумф». Конечно, жаль, что мы не можем сейчас проводить соревнования со зрителями на трибунах. Уже был бы совсем другой градус здесь, конечно. Напряжение. Ну и атмосфера, конечно, праздника, спортивного праздника настоящего. К сожалению. И первый балл зарабатывает сейчас 2 балла даже, да? Жаргал Дамдинов
2-0 ведет. Ну, конечно, гораздо опытнее, да, и мастеровитее, наверное, сегодня, конечно. Джаргал Дамдинов является призером чемпионата России, победителем, призером различных международных турниров, мастер спорта международного класса. Одна из надежд сборной Бурятии. 3-0 ведет в первом периоде. А на ковре Б 30 секунд отсчитывает Евгению Алексееву. Сразу после этой схватки на ковре А выйдут Петр Константинов и Андрей Гатаулин. Тоже встреча между спортсменами сборных Республики Саха-Якутия и Республики Бурятия. Проход в ноги издалека бросился в ноги Александр Авелов, но защищается спокойно Джаргал Дамдинов. На ковре Б в супертяжелом весе до 125 килограммов. Первый период на ковре Б завершился со счетом 1-0 в пользу Никиты Хабарова. Никита Хабаров. Его соперник в синем трико, представитель команды Республики Саха Евгений Алексеев. Десять секунд остается в первом периоде бороться Авелову Дамдинову, но стоит, ждет. Все, да, первый период завершается, 30 секунд на отдых. А на ковре Б второй период начинается схватки между Хабаровым и Алексеевым. На ковре А полуфинальный поединок ведут в красном трико Джаргал Дамдинов, Республика Бурятия, в синем Александр Авелов, Республика Саха. На ковре Б предупреждение получил Никита Хабаров и 30 секунд. Очень остро сейчас будет развиваться эта схватка на ковре Б. На ковре А пока второй период без действий. Без оцененных действий, да, но Джаргал Дамдинов все-таки прессингует больше. Он захватил центр ковра и контролирует все движения соперника, не дает атаковать. И за ковер выталкивает соперника. 4-0 ведет. А на ковре Б 1,5 минуты остается до конца. И ведет Евгений Алексеев за счет того, что последний балл он набрал. Никита Хабаров сейчас должен активнее работать. Это борьба за выход в финал, так что чемпиону республики надо свое имя оправдывать. Да, пытается он, конечно, атакует, напирает на соперника, но Евгений Алексеев, опытный Евгений Алексеев, не дает ему ничего пока сделать. Арбитр дает ему устные замечания, чтобы не хватался за пальцы, не уклонялся от борьбы. Последняя минута пошла на ковре Б, так же как и на ковре А. Пока Александр Авелов. Да, в ноги проходит Никита Хабаров на ковре Б и за ковер выталкивает, балл зарабатывает. Это уже похоже на победный балл. Ну, минута почти уже еще есть у Евгения Алексеева в запасе.
Последняя минута на ковре А. Александр Авелов пока ничего не может противопоставить Дамдину Жаргалову. Жаргалов, конечно, в хорошей форме подошел. Борьба за путевки и за медали чемпионата Дальнего Востока. Да, чуть было сейчас не перевел за ковер на ковре Б Евгений Алексеев, но защитился Никита Хабаров. 15 секунд, там последние 10 сейчас отсчитывается. Евгений Алексеев очень здорово атакует, но не хватило. Александр Авелов проходит в ноги, но Жаргалов защищается, и 4-0 завершается эта встреча. Дамдин Жаргалов выходит в финал. Жаргал Дамдинов, Республика Бурятия, и выходит в финал. На ковре Б победу одержал Никита Хабаров. И Хабаров тоже выходит в финал. А сейчас на ковер А выйдут Петр Константинов и Андрей Гатауллин. На ковре Б перерыв. Петр Константинов, Андрей Гатауллин. Полуфинальный поединок. Весовая категория до 61 килограмма. Петр Константинов выходит в центр ковра. Ждем выхода Андрея Гатауллина. У Андрея Гатауллина, если не ошибаюсь, также большие успехи были и также в юниорских возрастах. Ну и на взрослом уровне тоже есть успехи, у него медали. Ну, давайте посмотрим. Очень интересная это будет встреча за выход в финал в весовой категории до 61 килограмма. Победителя ждет схватка с Жаргалом Дамдиновым. А у них 6 схваток. 6 схваток и финал. 6, 36. Арбитр устное замечание делает Петру Константинову. Ну и 30 секунд отсчитывает Петру Константинову за пассивное ведение борьбы. 15 секунд. Балл у Андрея Гатауллина 0-1. Последняя минута первого периода. Тоже активнее призывает бороться уже Андрей Гатауллин, арбитр. Действительно, пока ни одного действия. Борцы пока не рискуют, не идут в атаку. Изучают свои возможности. Проходит в ноги Гатауллин. Андрей пока, да, 2 балла забирает. 3-0 завершает
эту атаку. Работает сейчас партер. 25 секунд еще бороться в первом периоде. Защищается Петр Константинов, но счет уже 3-0. Завершается первый период. На ковре А 3-0 ведет Андрей Гатаулин. Килограмма. Полуфинальный поединок ведут в красном трико представитель команды Республики Саха Петр Константинов. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Бурятия Андрей Гатаулин. Второй период начался, и, конечно, сейчас Петру Константинову надо какие-то ходы придумать свои, попробовать рискнуть, потому что 3-0 уже ведет его соперник. 30 секунд дают Андрею Гатаулину на атаку за пассивное ведение борьбы. Очень резкий, быстрый борец тоже Андрей Гатаулин. Один балл у Константинова. Минута 40 еще бороться. Да, будет, конечно, сейчас рисковать Петр. В захвате пытается работать сейчас Петр, и получается это у него. Переводит соперника и выходит за спину. Работает сейчас в партере. 3-3 счет встречи уже. Ну, сейчас в выигрышной позиции Петр Константинов за счет того, что он последним набрал 2 балла. По идентичному сценарию по сравнению с первым периодом проходит эта схватка, но уже со стороны Петра Константинова. В первом периоде сначала по предупреждению взял 1 балл Андрей Гатаулин, а уже потом 2 балла взял своей атакой. Также свои баллы набрал и Петр Константинов во втором периоде. И 40 секунд остается до окончания этой встречи. Сейчас уже Андрей Гатаулин в позиции догоняющего. Ему надо сейчас набирать баллы за эти 30 секунд. Очень сейчас большое напряжение будет и на ковре. Проходит сейчас, пытается пройти в ноги. Защищается Петр. 20 секунд остается. 20 секунд. 15. 10 секунд остается. 10 секунд. Так, попытался бросок сделать. И за спину выходит Петр Константинов. Очень грамотная победа от одного из лидеров нашей сборной. 5-3 завершается эта встреча. Петр Константинов выходит в финал весовой категории до 61 килограмма. Очень красивая и практически
грамотно выстроенная схватка в исполнении На Петра ковре А, Константинова третий круг весовой во категории втором до периоде. 92 килограммов. И сумел он выйти в финал Фарид и Гизимов, оспорить золотую Еврейская медаль в автономная схватке область. с Жаргалом Дамдиновым. Александр Халыев, Республика Саха-Якутия. Да, зовут сейчас на ковер борцов весовой категории до 92 килограммов. Фарид Кезимов, Еврейская автономная область, и Александр Халыев, Республика Саха-Якутия. Да, Петр, конечно, здесь задал жару, конечно, ну, очень сложно у него был соперник, сильный соперник, но сумел все-таки 5 баллов набрать На ковер приглашаются Фарид и выиграть Гизимов, эту схватку. Александр Халыев. — 92 килограмма уже. Третий круг. Фарид Кезимов, Александр Халыев. Далее будет схватка между Артемом Сивцевым и Сергеем Николаевым. Ну а в четвертом круге Елбаскин Андрей и Александр Халыев в случае своих успешных выступлений в третьем круге будут оспаривать золотую медаль в этом весе. Также противостояние между Республикой Бурятия и Республикой Саха-Якутия. У меня посмотрим, что сейчас покажет Александр Халыев. Ну, в неплохом он готовности подошел к этому чемпионату. Две предыдущие схватки выиграл с хорошим запасом. Не заставил нервничать болельщиков. Фарид Казымов представляет Еврейскую автономную область. Александр Халыев проходит в ноги, но пока оцененных действий нет. Защищается Казымов. — 30 секунд Кезымову отсчитывает первый балл Александра Халыева. И даже 2 балла сейчас набирает Александр. И плюс за пассивное ведение его соперника 3-0 идет. Еще раз напомню, что у нас не будет перерыва на обед. Борьба будет идти до конца, до розыгрыша всех медалей во всех весовых категориях. Но мы уже даже близки во всех весах к финальным схваткам. На ковре Б сейчас, как вы видите, перерыв. И там уже начнется в скором времени решающие схватки в других весовых категориях. Здесь в весовой категории до 92 килограммов
5 участников и в 5 кругов проходит соревнования. Александр Халыев уже третью свою схватку проводит. И для него соревнования завершатся уже в следующем круге во встрече с Андреем Елбаскиным из Бурятии. В случае, если он выиграет вот эту вот встречу с Кезымовым, тогда он будет оспаривать золотую медаль. Весовой категории Пока он без 92 поражения идет. килограммов поединок ведут в красном Так же, как и представитель команды Андрей Елбаскин. Еврейской автономной области Фарид Кезимов. Его соперник в синем трико Александр Халыев. Команда Республики Саха-Якутия. Еще раз напомню, что в весе до 61 килограмма в финал вышли Аршар Галдамдинов, Бурятия, и Петр Константинов, Республика Саха. Ну и в весе до 70 килограммов в финал вышли Алексей Боровицкий, Республика Бурятия, и Константин Копрынов. Еще одно противостояние двух сильнейших школ Дальнего Востока. В весе 92 килограмма, в котором мы с вами наблюдаем, в финал могут выйти также представители Якутии и Бурятии Александр Халыев и Андрей Елбаскин. До 61 А в весовой категории представители команды до Республики Саха 125 Манчары и килограммов Никита Хабаров и Андрей Аронов оспорят золотую медаль в финале Дальнего Востока, чемпионата Дальнего Востока. В 79 килограммов мы ждем полуфинальных схваток. Ждем мы схватки между Туменом Бадиевым из Республики Бурятия и Германом Устиновым из Республики Саха-Якутия. В нижней сетке в полуфинале встретятся Тимур Николаев и Аюр Дондуков, также представители Бурятии и Якутии. Вот такие у нас сегодня дела. Такой расклад. Очень много интересных схваток будет ждать нас именно в финальных стадиях турниров. В каждом весе. Отличная атака от Александра Халыева, и 7-0 уже он ведет. У меня уже, в общем-то, сомнений не было в том, что Александр сможет эту схватку выиграть. Ну и на ковер приглашаются выйдет, Манчары и по сути, в Львов. финал в этом весе. Буяман Буян. На ковре А победу одержал Александр Халыев, Республика Саха-Якутия. На ковер А приглашаются Артем Сивцев, Сергей Николаев, представители команды Республики Саха. На ковре А продолжается третий круг весовой категории до 92 килограммов. На ковре в красном трико Артем Сивцев и в синем трико Сергей Николаев, оба борца сборной Якутии.
На ковре Б утешительные схватки весовой категории до 61 килограмма между Ильиновым и Буян Буяманом. Манчары Ильинов ведет со счетом 4-0. И может выйти в малый финал с Александром Авеловым. А нет, с Андреем Готовлем. Буян Буяман 2 балла сейчас зарабатывает. 4-2. На ковре Б весовой категории до 61 килограмма утешительный поединок ведут представители команды Республики Саха-Якутия Манчара Ильинов, Буяман Буян. На ковре А весовой категории до 92 килограммов поединок ведут представители команды Республики Саха-Якутия Артем Сивцев, Сергей Николаев. На ковре А второй период весовой категории до 92 килограммов. Третий круг. Артем Сивцев и Сергей Николаев. Пока ведет Артем Сивцев. На ковре Б жаркая схватка, утешительная встреча между Манчарой Ильиновым и Буян Буяманом. Ведет Манчар Ильинов 4-2. На ковре предупреждение за пассивное ведение и 30 секунд на активные действия у Артема Сивцева. На ковре Б 30 секунд уже отсчитывает Манчара Ильинову. Артем Сивцев за отведенное время успел вытолкнуть за ковер соперника и 1 балл заработал. 2-0 ведет на ковре А. Ну а на ковре Б уже счет минимальный. Разрыв 4-3 в пользу Ильинова. Ну и последняя сейчас минута в скором времени начнется. Буян Буяман будет сейчас уже более активно работать, конечно. Артем Сивцев доводит время, счет 3-0, минута 40 до конца встречи.
Буян Баяман проходит в ноги. Последняя минута. Пока оцененных действий здесь нет. 2 балла Ильинову, да? Нет, Баяну. И 5-4 выходит вперед Буян Баяман. И тут на ковре Б счет 5-5 на табло. Сейчас арбитры, в общем, какой-то спор ведут. Видимо, чуть было не травмировался сейчас Манчар Ильинов. Счет 5-5 на ковре Б. И очевидно выигрывает Манчар Ильинов. Очень активно атакует сейчас Буян Баяман. И 1 балл зарабатывает за 14 секунд до окончания встречи. 6-5. Уже Ильинову надо атаковать сейчас. 9 секунд, 8. На ковре А победу одержал Артем Сивцев, Республика Саха-Якутия. 2 секунды. Нет, все. Буян Баяман в очень тяжелом поединке выигрывает встречу со счетом 6-5. В весовой категории до 61 килограмма победу одержал Баяман. На ковре А победу одержал Артем Сивцев. На ковер А приглашаются борцы весовой категории до 79 килограммов. Полуфинальный поединок. Тюмен Бадиев, Республика Бурятия, Герман Устинов, Республика Саха-Якутия. Ну и долгожданная встреча в полуфинале весовой категории до 79 килограммов на ковре А между Туменом Бадиевым из Бурятии и Германом Устиновым из Республики Саха-Якутия за выход в финал по весовой категории до 79 килограммов. Сразу после этой схватки Тимур Николаев и Аюр Дандуков, также Бурятия и Якутия. Свисток, начинаем. Первая минута проходит без оцененных действий. Больше на расстоянии, да, сейчас боролись спортсмены. Нет пока активных завязок или проходов в ноги. Тюмен Бадиев в первом круге одержал победу над Сосото Раяном из Хабаровского края, а Герман Устинов выиграл у Николая Константинова. 30 секунд отсчитывает Герману Устинову.
прохода в ноги от Германа. Герман пятикратный чемпион Дальнего Востока, победитель международного турнира Дмитрия Петровича Коркина. И медали у него были на этом турнире. Первый балл у Тюмена Бадиева. И 30 секунд остается до окончания первого периода. В таком осторожном ключе ведут поединок спортсмены. Была одна попытка прохода в ноги от Германа Устинова, когда отсчитывали 30 секунд. И вот начинает арбитр уже подсказывать более активно бороться Артему Бадиеву, что вполне тоже логично. Он уже показывает свою активность, начинает, но в первом периоде последние секунды мы отсчитываем. И полминуты на отдых спортсменам. На ковре П пока перерыв. На ковре А весовой категории до 79 килограммов полуфинальный поединок ведут в красном трико представитель команды Секундирует Тюмень Бадиев. Его Герману соперник Устинову в синем трико представитель Владимир команды Григорьевич Республики Яковлев. Саха-Якутия Герман Устинов. Кстати, Владимир Григорьевич недавно на днях отметил юбилей, с чем мы его и поздравляем. Один из самых тоже титулованных наших тренеров, воспитал 2 призеров чемпионата мира. Тренер Центра спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия. Второй период. Пока уступает Герман Устинов по счету. Арбитр уже, активнее призывает бороться. И 30 секунд дает Тюмену Бадиеву. В общем, очень равная схватка пока. Атакует Тюмен Бадиев. Секунды. И сейчас Герман Устинов сравнивает счет 1-1. 1-1 и выходит вперед в этом противостоянии. 1 балл еще. Штраф, показывает арбитр. Полторы минуты остается. Герман, конечно, будет сейчас уже выжидать атак соперника, ловить на контратаках. Вряд ли он сам будет рисковать, тем более, что минута с лишним только остается. Да и схватка в целом проходила равная. Тюмен Бадиев уже будет сейчас рисковать, конечно, будем вынужден рисковать. Последняя минута. Предупреждает, что нельзя
хватает за пальцы, да, соперника, и предупреждение получает Устинов. 30 секунд остается. Проход в ноги от Тумена Бадиева. Пытается за ковер вынести соперника, и получается это. У него 13 секунд остается до конца встречи. 2-1 ведет Тюмен Бадиев. Герман сейчас, да, понимает, что времени очень мало, и, в общем, сразу со свистка он пытался пройти в ноги, но 10 секунд всего остается. Защищается его соперник. Пытается за ковер опять же вытолкнуть или сделать бросок. 3 секунды остается. И нет, накрывается сам. Здесь оцененных действий уже нет. И победа за Тюменом Бадиевым, который выходит в финал весовой категории до 79 килограммов. Победил Тумен Бадиев, Республика Бурятия. Вот опасность, конечно, ухода в защиту. В очередной раз мы видим, что эти тактические игры могут заканчиваться очень плачевно. Аюр Дандуков, Республика Бурятия. Ну и второй полуфинал в этом весе. Тоже борьба между спортсменами из борцовских республик Якутия и Бурятия. Тимур Николаев и Аюр Дандуков. Тимур Николаев в красном трико, его соперник Аюр Дандуков в синем. Аюр Дандуков в первом круге одержал победу над Денисом Максимовым, а Тимур Николаев выиграл досрочно у Эмиля Рамазанова из Хабаровского края. Ну, пожелаем, конечно, удачи Тимуру Николаеву. Хотелось бы, чтобы вышел в финал Тимур Николаев. Хотя бы с той точки зрения, что будут бороться борцы из разных регионов за золотые медали. Вышел в финал Тумен Бадиев из Бурятии. Если Тимур Николаев сейчас выиграет, то очередное противостояние будет между Якутией и Бурятией сегодня. В январе Тимур Николаев стал серебряным призером чемпионата республики, уступив на последних секундах Константину Власову. Очень обидное было поражение, конечно. Первый балл на счету Тимура Николаева за счет пассивного ведения схватки его соперника Аюра Дандукова.
Проход в ноги Тимура Николаева. Но пока оцененных действий здесь нету. И поднимает спортсменов арбитр. 1-0 за 43 секунды до окончания первого периода. Напомню, что на ковре Б сейчас у нас перерыв, и только вот краем камеры вы можете видеть схватку на ковре А. Можете переключиться на ковер А. Здесь уже есть своя камера тоже. Две камеры работают. ЦСП Триумф на каждом ковре. Первый период завершается. 1-0 в пользу Тимура Николаева. Весовой категории до 79 килограммов ведут. В красном трико представитель команды Республики Саха-Якутия Тимур Николаев. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Бурятия Аюр Дандуков. Так, заключительная трехминутка полуфинальной встречи. Тимур Николаев, Аюр Дандуков. Проход в ноги, очень здорово, очень красиво прошел в ноги, и 2 балла зарабатывает Тимур Николаев этим действием. 3-0 ведет, и хороший скрестный захват. 5-0. 5-0, отличная атака от Тимура. Хорошо настроенным вышел, да, Тимур Николаев. Ну, перед его глазами как раз его хороший друг тоже Герман Устинов проиграл. Ну, схватка была равная, конечно, но уже шел в защиту в концовке, за что и, в общем-то, поплатился. 7-0 ведет Тимур Николаев. Решил он судьбу свою взять в свои руки, не доводить дело до скользкого счета, и очень уверенно сейчас выигрывает эту схватку. Тимур Николаев прессингует соперника. И сейчас за ковер пытался вытолкнуть сейчас Тимур Николаев, но ушел, почувствовал рабочую зону и ушел Аюр Дандуков, но здесь он поплатился за это 2 баллами. 9-0 ведет Тимур Николаев, работает опять же в скрестном захвате, и красивая победа. 11-0 в полуфинале от Тимура Николаева. Поздравляем с выходом в финал. И очередное противостояние между Республикой Саха и Бурятия будет в финале в этом весе, что, конечно, вызывает повышенный интерес. 2 региона. До 92 килограммов приглашаются Андрей Елбаскин, Республика Бурятия. И считайте, сейчас финал весовой категории до 92 килограммов. 2 спортсмена, которые идут без поражения, встретятся в 4-м круге соревнований. И, по сути, это финал. Выигравший станет обладателем золотой медали весовой категории до 92 килограммов. На ковре А. Все внимание. В синем трико Александр Халыев, Республика Саха, Якутия, Татинский улус, и его соперник Андрей Елбаскин, Республика Бурятия. Сразу же начинается поединок. Прессингует Александр Халыев.
Центр ковра за ним. Пытается навязать свою борьбу Александр. Но мы знаем, что Александр Халыев в целом-то никогда и не занимался практически вольной борьбой. Он мастер в национальной борьбе, один из лучших борцов в тяжелых весах. Ну и в вольной борьбе он себя тоже довольно успешно показывает. Сейчас в январе он был хозяином бронзовой медали на чемпионате республики. Ну и сейчас на чемпионате Дальнего Востока он пока идет без проигрыша. 3 круга, 3 победы. В случае победы над Андреем Елбаскиным он становится чемпионом. Да, первый балл сейчас будет у Александра Халыева. Предупреждение Елбаскину. Ну, Андрей Елбаскин тоже очень ровно проводит этот турнир. Выиграл все схватки. В первом круге одержал победу над Фаридом Кезимовым из Еврейской автономной области. Далее выиграл у Сергея Николаева, Республика Саха-Якутия. Потом в третьем круге он отдыхал, а в пятом круге после этой схватки он будет бороться с Артемом Сивцевым. А пятый круг для Александра Халыева будет свободным. То есть это уже последняя его схватка на этом турнире. И он может набрать максимальное количество баллов, если выиграет эту схватку. Первый период, видимо, завершится с этим счетом 1-0 в пользу Александра Халыева. Ждем 30 секунд. Ну и в других весах тоже начнутся скоро На ковре финальные весовой схватки у нас. категории до 92 килограммов поединок ведут в красном трико Андрей Елбаскин, Республика Бурятия. В синем Александр Халыев, Республика Саха-Якутия. Второй период. И снова в центре ковра Александр Халыев показывает, что он активно борется. Это понятно, сейчас надо работать и на арбитров в том числе, потому что может дать опять же предупреждение. Пытается забрать инициативу сейчас Андрей Елбаскин. За ковер выталкивает и 1 балл зарабатывает Андрей Елбаскин. Две минуты остается, проходит в ноги, но очень хорошо сейчас мог взять 2 балла, да, 2 балла показывает, да, хотя
руководитель ковра сколько? Да, показывает, что не было там. Ну да, там не до конца он сделал этот прием. Надо было, конечно, доводить до баллов. Очень хорошо на самом деле защищался и контр прием провел Александр Халыев. Минута 20. Надо И еще раз за ковер выталкивает. 2-1. Андрей Элбаскин. Как-то надо нагнетать сейчас Александру Халыеву. Поднимать, наверное, будет сейчас арбитр. Да, минута остается. Не надо сейчас время тратить, да, на такой захват. 55 секунд. Свисток. И сразу в атаку бросается Александр Халыев. 50 секунд. Не осталось разве сил на последний рывок, на попытку атаки. Понятно, что он больше провел схваток в этой утренней части, чем его соперник. На одну схватку больше. 30 секунд остается. И за спину сейчас вышел Андрей Элбаскин. 4-1 уже. 25 секунд. 24, 23. 20 секунд остается. Да. Восемнадцать, 17, 15 секунд остается. Попытался бросок сейчас сделать Александр Халыев. 2 балла зарабатывает, но уже поздновато. 5 секунд всего остается до конца встречи. Да, 2 секунды. Все. 4-3. Андрей Элбаскин выигрывает эту встречу. На ковре А весовой категории до 92 килограммов. Видимо, но у него еще одна схватка впереди с Артемом Сивцевым в этом случае. Ну, посмотрим, как там посчитают. Но он уже очень близок к золотой медали. А Александр Халыев только одно поражение. Очень равная была борьба. Но не очень опытен, конечно, он в вольной борьбе. И что действительно сказывается. Нет у меня сомнений в том, что он мог выиграть эту схватку. Был близок к этому. Несколько ошибок. Ну и в целом тактически не очень, конечно. Я думаю, что вместе с тренером они разберут эту схватку тоже. Посмотрят. И необходимые уроки извлекут. Так, ждем, когда объявят спортсменов. А на ковре А продолжается 4-й круг весовой категории до 92 килограммов. Фарид Кезимов, Еврейская автономная область, и Артем Сивцев, Республика Саха-Якутия. Отсюда не ушли. Как будто отсюда не ушли. Я пойду на дорожку.
На ковре А в четвертом круге весовой категории до 92 килограммов поединок ведут в красном трико представитель команды Еврейской автономной области Фарид Кизимов. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха Артем Сивцев. В весовой категории до 92 килограммов чистую победу на душе одержал Артем Сивцев, Республика Саха, Якутия.
Итак, уважаемые любители вольной борьбы, участники соревнований, гости, начинаются финальные поединки чемпионата Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе в городе Якутске. На ковре А борьба за третье место в весовой категории до 61 килограмма. Приглашаются Дмитрий Аксенов, Александр Авилов, представители команды Республики Саха-Якутия. На ковре Б борьба за третье место в весовой категории до 61 килограмма. Приглашаются Буяман Буян, Республика Саха, Андрей Гатаулин, Республика Бурятия. Василич! Василич! Итак, уважаемые болельщики, начинаются финальные схватки второго соревновательного дня чемпионата Дальнего Востока. Весовая категория до 61 килограмма. На ковре А Дмитрий Аксенов и Александр Авелов. На ковре Б Буян Буяман и Андрей Гатаулин. Андрей Гатаулин уже первые 4 балла заработал в первые 30 секунд. Ну а на ковре А спортсмены только выходят. Дмитрий Аксенов и Александр Авелов на ковре А, на ковре Б Буян Буяман и Андрей Гатаулин. Буян Буяман держит за ногу своего соперника. Пытается заработать свои баллы. Но здесь 2 балла, конечно, есть. 2-4 в пользу Гатаулина пока. На ковре Б. На ковре А 30 секунд отсчитывают Александру Авелову. Здесь в финале встретятся Жаргал Дамдинов и Петр Константинов. Еще одна результативная атака от Андрея Гатаулина. Еще 2 балла зарабатывает в первом периоде и 6-2 ведет на ковре Б. Гатаулин опять атакует сейчас, но пока здесь оцененных действий нет. И да, время заканчивается. 6-2 ведет Андрей Гатаулин. На ковре А Дмитрий Аксенов
первый балл набрал, второй Поединок сейчас. за третье И место ведут 2-0 Бияман ведет Буян, в первом периоде. Республика Саха, Андрей Гатауллин, Республика Бурятия. На ковре А поединок за третье место весовой категории до 61 килограмма ведут Дмитрий Аксенов, Александр Авелов, представители команды Республики Саха-Якутия. На ковре Б начинается второй период финальной встречи 61 за бронзовую медаль. Биян Бияман сейчас пытался пройти в ноги. Это ему удалось, в принципе, но пока баллов это ему не приносит. Ну и сейчас арбитр поднимет спортсменов. На ковре А также второй период начинается схватки между Аксеновым и Авеловым в малом финале. Дмитрий Аксенов проходит в ноги. Ну а здесь снова Биян Бияман пытается на ковре Б перевернуть соперника. Надо ему вытащить сейчас ноги. Андрей уже Гатауллин сейчас атакует. Может оказаться сейчас в опасном положении Биян Бияман. И да, поднимает и бросок делает Андрей Гатауллин. 8-2 ведет уже схватку. Пытается работать в партере. Не, да, защищается Биян Бияман. Нет, все-таки, да, 2 балла еще. 10-2 счет. Андрей Гатауллин ведет. И туше. Чистая победа Андрея Гатауллина. Рычаг Милза тоже. На ковре Б Во втором периоде и чистую победу бронза одержал Андрей Гатауллина Гатауллин, Андрея. Республика Бурятия, и становится бронзовым призером чемпионата. На ковер Б приглашаются борцы весовой категории до 61 килограмма. Жаргал Дамдинов, Республика Бурятия, Петр Константинов, Республика Саха. Борьба за первое место. На ковре А тем временем сравнял счет Александр Авелов. И последняя минута сейчас идет. 2-2. А на ковер Б приглашаются финалисты в этом весе. Жаргал Дамдинов и Петр Константинов. Проходит в ноги Дмитрий Аксенов. 47 секунд. Есть у него время, чтобы эту атаку результативно закончить. Пытался сейчас бросить его соперник, но оказался внизу. И 4-2 ведет Дмитрий Аксенов. 2 балла здесь взял. И в опасном положении сейчас держит соперника. 26-25 секунд остается до конца встречи. А на ковре Б центральный поединок в этом весе. В красном трико Жаргал Дамдинов, в синем трико Петр Константинов. Смотрим все внимание ковру Б, центральному ковру. Напомню, путь финалистов сегодня. Всего в этом весе было 13 борцов. На ковре А победу одержал Дамдинов Жаргал Дмитрий начал Аксенов, схватку с 1/4 Республика финала Саха, и становится и выиграл у бронзовым Дмитрия призером. Аксенова. Затем в полуфинале одержал победу над Александром Авеловым. Петр Константинов
начал в стадии квалификации с победы над Манчарой Ильиновым, затем одержал победу над Буяном Буяманом и в полуфинале в очень непростой схватке выиграл у Андрея Гатаулина, который стал бронзовым призером, так же как и Дмитрий Аксенов. В этом весе два медалиста уже известны, Гатаулин и Аксенов. Ну а сейчас перед нами Джаргал Дамдинов, призер чемпионата России, мастер спорта международного класса, и Петр Константинов, призер первенства мира. Петру Константинову сейчас предупреждение от арбитра, 30 секунд на активное действие. Проход в ноги от Джаргала Дамдинова. И сейчас, наверное, только в качестве... Опа, как красиво пытался сейчас уйти Петр Константинов, но не получилось. 2 балла все-таки заработал Джаргал Дамдинов. Ведет Дамдинов. И 50 секунд до окончания первого периода. Ну, Джаргал Дамдинов, конечно, и на чемпионате России будет в малых весах одним из сильных борцов. Точно. Петр Константинов принимал участие на международном турнире Дмитрия Петровича Коркина. К сожалению, до призовых... Не Коркина, извините. В феврале, январе он принимал участие на турнире Ивана Ярыгина в Красноярске. Но, к сожалению, до медали не добрался. 3-0 ведет Джаргал Дамдинов. Поединок за первое место в весовой категории до 61 килограмма ведут в красном трико представитель команды Республики Бурятия Джаргал Дамдинов. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха-Якутия Петр Константинов. Но Петр Константинов и в полуфинале, да, уступал со счетом 3-0, ровно с таким же счетом, но в итоге 3-3, а затем уже в концовке еще 2 балла заработал. 5-3 завершился полуфинал. Но здесь, конечно, это будет сделать гораздо сложнее. Джаргал Дамдинов лидер сборной, наверное, уже можно сказать, Республики Бурятия. Проход в ноги. Ну, тут опрометчиво кинулся Петр, конечно. Но здесь оцененных действий сколько? 4 балла показывает арбитр. 7-3. Что там показывает руководитель ковра? 4. И челлендж от Петра Константинова.
Здесь буду смотреть видеоповтор. Арбитры. Но здесь, наверное, действительно 2 балла. Скорее. Мы смотрим тоже повтор. Счет 3-0 показывает. Да, 3-0 и 2 минуты 20 секунд до окончания встречи. Снова атака от Жаргала Дамдинова. Стремительная атака и 5-0. 2 минуты остается. — 30 секунд Жаргалу Дамдинову. Ну и последняя минута сейчас пойдет. Один. Да, в контратаке сейчас чуть было не пропустил атаку от Дамдинова Петр. 30 секунд остается, но уже надо ему рисковать. Только 4-бальный бросок ему дает шанс на победу в этом финале. Но Жаргал Дамдинов все контролирует. Даже за ковер сейчас не заступил, да? Арбитр не свистит. 10 секунд остается. Да, все. Жаргал Дамдинов, чемпион нашего турнира. Петр Константинов с серебряной медалью в весовой категории до 61 килограмма. Поздравляем ребят. На ковре А борьба за 3-е место в весовой категории до 70 килограммов. Приглашаются представители команды Республики Саха Константин Ефимов, Егор Захаров. На ковре Б борьба за 3-е место в весовой категории до 70 килограммов. Приглашаются Вальтер Владимиров, Республика Саха, Саян Жекзымаев, Республика Бурятия. Да, сейчас уже финалы весовой категории до 70 килограммов. На 2 коврах будут проходить схватки за бронзовые медали. На ковре А Константин Ефимов и Егор Захаров, оба спортсмена сборной Республики Саха-Якутия. На ковре Б в красном трико Вальтер Владимиров, Республика Саха. В синем трико Саян Жекзымаев, Республика Бурятия. Но мы больше внимания, конечно, уделим ковру Б, где из разных команд спортсмены будут бороться. Вальтер Владимиров и Саян Жекзымаев.
Вальтер Владимиров в первом стадии квалификации уступил будущему финалисту Константину Капрунову. Ну а в утешительной схватке выиграл у Нургуна Андреева и будет бороться за бронзу. В этом весе было 13 борцов. Джекзумаев Саян начал с 1/4 финала. И в четвертьфинале он одержал победу над Нургустаном Ивановым и уступил Константину Капрунову. Секунд отсчитывает Вальтеру Владимирову. На ковре А первый балл у Ефимова Константина. На ковре Б первый балл у Джекзумаева. А на ковре А бросок на 4 балла от Егора Захарова и чистая победа борца в синем трико. И становится он обладателем бронзовой медали. Егор Захаров, поздравляем. Егор Захаров, Республика Саха-Якутия, становится обладателем бронзовым призером. путевки на чемпионат России, с чем мы его и поздравляем. В финале мы увидим схватку между Алексеем Боровицким и Константином Капруновым сразу после этой схватки. Пока счет в пользу гостя из Бурятии Саяна Джекзумаева. Секунд на отдых. На центральном ковре весовой категории до 70 килограммов поединок за третье место ведут в красном трико Вальтер Владимиров, Республика Саха, в синем Саян Джекзумаев, Республика Бурятия. Чемпионы, призеры весовой категории до 61 килограмма, просьба подойти, подготовиться для проведения церемонии награждения. Жаргал Дамгинов, Петр Константинов, Дмитрий Аксенов, Андрей Гадаулин. Второй период. Секунд отсчитывает Саяна Джекзумаева. Один счет за 2 минуты до окончания встречи.
Проход в ноги пытался сейчас сделать Саян Жикзамаев. Но ему надо, конечно, да, сейчас, ну да. Пропустил эту атаку и 3-1 ведет Жикзамаев. В партере защитился Вальтер Владимиров. Теснит своего соперника и зарабатывает 1 балл Вальтер Владимиров. Последняя минута сейчас пойдет, даже если сравнять сейчас счет Вальтер. Счет будет не в его пользу. Надо обязательно набирать 2 балла. Да, хорошая сейчас атака. Мог сейчас заработать 2 балла, но пока нет оцененных действий. Да, цеплять надо. Надо сделать бросок сейчас, попробовать. Опа, отличный бросок. На 2 балла. 4-3 счет. И удерживает в опасном положении. Может даже чистую победу. Чистая победа Вальтера Владимирова. Блестящий бросок. И, конечно, очень зрелищная схватка получилась. Концовка. Поздравляем Вальтера Владимирова с победой в малом финале и бронзовой медалью чемпионата Дальнего Востока. На ковре Б борьба за первое место в весовой категории Д70. Ну и ждем мы главный финал в этом весе, в весе до 70 килограммов. Представитель Республики Бурятия Алексей Боровицкий и спортсмен сборной Республики Саха-Якутия Константин Капрунов. Очень опытный борец Алексей Боровицкий. Просьба подготовиться на награждение. И Константин Капрунов. Начинается финал. Все внимание к центральному ковру, ковру Б. Проход в ноги от Боровицкого. 2 балла сейчас. Нет, защищается Константин. Какая завязка. Пытается сейчас за спину. Оказывается за спиной своего соперника Алексей Боровицкий. 2 балла зарабатывает все-таки в этой атаке. Интересная была завязка. Работает в партере. Защищается Константин Капрунов. 2 балла. Показывает. Да. Челлендж бросает с угла Алексея Боровицкого. Требует еще, видимо, 2 балла. Первой атаки. Нет, видимо, спортсмен не поддержал челлендж и схватка продолжается. Еще одна попытка прохода в ноги от Боровицкого. Пятку пытался пройти сейчас Капрунов, но, видимо, эта схватка будет обоюдоострой, с большим количеством атак. Ни один спортсмен не застаивается, активно работают. Константин теснит, опять же, прессингует соперника по всему ковру. Ну зачем сейчас свистеть-то было, когда атаковал Константин Капрунов? Призывает активнее бороться. Не знаю, зачем прерывать такой атак.
И снова в центре ковра Константин Капрунов. Последняя минута первого периода. Снова пытается пройти в ноги Алексей Боровицкий. За пятку пытался взять Константин. 40 секунд еще бороться в первом периоде. И бросок издалека от Алексея. Снова попытка. 20 секунд. Очень напряженная схватка финальная. Скажу, что равная борьба, наверное. Ну и за счет опыта, конечно, Алексей Боровицкий очень здорово защищается. Ну и атака в первые секунды была действительно хороша. Заслуженно сейчас ведет Алексей. На ковре Б поединок за первое место весовой категории до 70 килограммов. Пономарев дает наставление своему подопечному. Константин Капрунов, Республика Саха-Якутия. 3 минуты еще от Егор Пономарев. Напомню также, что в марте в Якутске в ЦСП «Триумф» также пройдет первенство Дальнего Востока по вольной борьбе. Надеемся, что к тому времени разрешат соревнования допускать болельщиков. Очень опасно сейчас атаковал тоже Алексей Боровицкий, но вовремя успел уйти. Жаргал Дамкидов, Андрей Гатаулин. Просьба подойти на награждение. «30 секунд дают Боровицкому на атаку. Опа, отличная атака. 2 балла, да? Ну, арбитр... Что там? 1 балл? Два балла все-таки, да. Ну, мне кажется, здесь хороший бросок был. И снова челлендж. Жаргал Дамкидов, Андрей Гатаулин. Просьба подойти на награждение. Ну, не знаю, сейчас арбитры разберутся. И снова вернули, да, по-моему, челлендж или нет? Да, все-таки будут просматривать видеозапись этого броска. С рабочей зоны был произведен, мне кажется, бросок. Какие тут могут быть возражения? 2 балла, мне кажется, есть. Да, 2 балла. Все верно, 2-2 счет. Ну и 19 секунд еще остается у Боровицкого на то, чтобы набрать балл. Призывает арбитр к центру ковра борцов. Боровицкий отходит, все, свисток. И три. 2 счет. Капрунов в пользу Капрунова. Там
Опять челлендж кидает, ну, потому что там циферблат, да, не двигался, но все верно. 3-2 в пользу Капрунова сейчас. 2 минуты до окончания схватки. Очень напряженная и равная борьба в финале весовой категории до 70 килограммов. Уважаемые любители вольной борьбы, так как отсутствует видеоизображение, по решению судей синему борцу присуждается 2 балла. И бросок от Алексея Боровицкого, да? 6-3 счет. На 4 балла оценили его. Минута 35 остается. Минута 20. По возможности надо, конечно, сейчас набирать баллы, потому что 4-бальный бросок на счет у Боровицкого. В пятку проходит Константин Капрунов. Поднимает и упускает эту атаку. Минута еще есть. Бросок на 4 балла, наверное, только может помочь. Ну, или дважды по 2 балла. Надо готовить атаку. 40 секунд. Конечно, очень... Опа! Какой бросок сейчас сделал на 4 балла Константин Капрунов. 30 секунд остается. В опасном положении. А снова свистит арбитр. Не дал сейчас дать. Снова челлендж летит со стороны угла Капрунова. Не принял арбитр. 7-6 ведет, 26 секунд. Еще остается бороться. Вот это финал, настоящий финал. Сегодня мы с вами видим. Самая, наверное, напряженная схватка первого дня. Проходит снова в ноги Алексей Боровицкий. Пытается за ковер вытолкнуть Константина Капрунова. Держится пока Константин, но за спину сейчас. Да, 1 балл все-таки взял. Балл взял. И 10 секунд всего остается до конца встречи. Но за счет качества, я так понимаю, сейчас ведет все равно Константин Капрунов. 10 секунд остается. Да, атакует Боровицкий. Пытается сделать бросок. И счет 7-7. Вот это схватка, вот это финал. Поздравляем Константина Капрунова с победой. Почему еще? Челлендж выиграл Константин. Или нет? За счет качества, я так понимаю, должен был выиграть. Потому что, да, сейчас будут смотреть. Не знаю, арбитры что там решат. Ну, даже сам Алексей Боровицкий в последних секундах шел в атаку. Он понимал, что вроде как он проигрывает. И Константин вроде тоже так думал. И я тоже так думал, в принципе. По качеству вроде я так понимаю, что выиграл Константин Капрунов. Ну, 1 балл, конечно, в концовке отдал. Но по качеству должны смотреть, я так понимаю, да. 4 балла и 4 балла, конечно. Но мне кажется, здесь вообще разночтения не должно было быть. По последнему действию победа По последним действиям все-таки, да, Боровицкий выиграл. Ну, интересно, не знаю. Алексей Боровицкий становится чемпионом. Но поздравляем Алексея Боровицкого. В любом случае, очень интересный финал. Арбитры наверняка приняли правильное решение. Опытные судьи. 70 килограммов. Победа у Алексея Боровицкого. Ждем сейчас, я так понимаю, церемонию награждения весовой категории до 61 килограмма. Начинается торжественная церемония награждения чемпиона и призера весовой категории
до 61 килограмма чемпионата Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе в городе Якутске. Церемония награждения весовой категории до 61 За килограмма. третье место бронзовой медалью награждаются Дмитрий Аксенов, Республика Саха, Андрей Канаулин, Республика Бурятия. За второе место серебряной медалью награждается Федор Константинов, Республика Саха. За первое место золотой медалью награждается Жаргал Давгинов, Республика Бурятия, мастер спорта международного класса. Поздравляем чемпиона и призеров весовой категории до 61 килограмма. В общем, проконсультировались мы с арбитрами по поводу финала весовой категории до 70 килограммов. Как мне объяснили, два броска было, ну, по броску на 4 балла было и у Боровицкого, и у Капрунова, так что по качеству, в общем, ничья, и по последнему действию победа у Боровицкого. Приглашаются Сосо Тараян, Хабаровский край, Сейчас Герман Устинов, Республика Саха-Якутия. малые финалы весовой категории до 70 килограммов. Борьба за третье место весовой На ковре А будут бороться Сосо Тараян, Хабаровский край, и Герман Устинов, Республика Саха-Якутия. А на ковре Б, в центральном ковре, Эмиль Рамазанов, Хабаровский край, и Аюр Дандуков, Республика Бурятия. Ну, мы больше, конечно, внимания уделим ковру А. Сосо Тараян, Хабаровский край, в красном трико, и в синем трико Герман Устинов, Республика Саха-Якутия. Ну а в финале нас ждет схватка между Туменом Бадиевым, Республика Бурятия, и Тимуром Николаевым, Республика Саха-Якутия. Ну, согласитесь, самая жаркая схватка была сегодня в весовой категории до 70 килограммов. Нескольких секунд не хватило, конечно, Константину Капрынову. Чуть-чуть, наверное, опыта, именно соревновательного опыта. Итак, на двух коврах у нас малые финалы весовой категории до 79 килограммов. Герман Устинов проходит за спину. Наверняка он зол на себя за проигранный полуфинал. 2 балла. Пытается сейчас в партере отработать Герман. И 2 балла еще зарабатывает. 4-0. 8-0. 10-0. Ну да, вот эта схватка, конечно, за 1,5 минуты завершилась. Германа Устинова мы поздравляем с бронзовой медалью. На ковре А чистую техническую победу одержал Герман Устинов, Республика Саха-Якутия. На ковре Б уже Дандуков Аюр 4-0 ведет. Еще 2 балла, 6-0. Не-не-не, вы сами сказали, давай челлендж. Ну так вы рассмотрели. Я ничего, я не отдаю челлендж, я не могу отдать челлендж. Судействие уже, предупреждение же баллы нагло. Шесть 0 счет встречи. Видишь, как я увидел? Я увидел, что он почти уже был. Он вот так уже закрыл. 4 балла сделали. И что он нагло так был? Посмотри, Я тебе.
Еще 2 балла у Аюра Дондукова. 8-0 счет. И второй малый финал в этом весе до 79 килограммов может завершиться сейчас досрочно. Да, небольшую травму, видимо, да, Рамазанов получает. Эмиль Рамазанов, Хабаровский край. 2 хабаровчанина вышли в малый финал в этом весе. Герман Устинов уже за 1,5 минуты выиграл у Сосота Раяна. Здесь Аюр Дондуков из Бурятии тоже уверенно ведет со счетом 8-0. Ну и ждем финала, где встретятся Тюмень Бадиев, здесь Бурятии, Тимур Николаев, Республика Саха-Якутия. Да, продолжается схватка. Эмиль Рамазанов готов продолжить схватку в малом финале. Пятьдесят секунд до окончания первого периода. Ну и бросок. 4 балла Рамазанов оценили. 2 балла, да? Еще Рамазанову. 6-8 уже счет встречи. Рано мы уже отдавали победу Дондукову. Рамазанов после перерыва уже 6 баллов успел взять. И активно работает. Сравнял счет 8-8. Вот это да. И даже сейчас 2 балла еще выходит вперед. 10-8. Вот это да. Видимо, слишком рано расслабился Аюр Дондуков. Думал, уже победа в кармане, но нет. Видимо, мы видим завершение только во втором периоде, да. В борьбу за третье место в весовой категории до 79 килограммов ведут в красном трико представитель команды Хабаровского края Эмиль Рамазанов. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Бурятии Аюр Дондуков. Аюр Дондуков с первых секунд уже начинает работать и сравнивает счет 10-10. И снова травма, да, дает о себе знать Эмиля Рамазанова.
Нет, все-таки, да, видимо, сильные боли, болевые ощущения. Продолжается схватка. 10-10. Дандуков. Или с рабочей зоны там бросил? Нет, все-таки 1 балл Дандукову. 10-11. Бросает челлендж. Сашу! Правда, да. Айна, Саша. Идем в кто? Просмотр будет сейчас повтора. Да, и еще 1 балл добавили Дандукову за челлендж. И 12-2 ведет Аюр Дандуков. Ну, что не говори, Рамазанов парень бросковый. 10 очков успел набрать в первом периоде. Во втором уже более осторожно себя ведет Дандуков. Осмотрительный. Еще 1 бросок, оценили который на 4 балла. Это да, Эмиль Рамазанов снова выходит вперед в этой встрече. И снова челлендж. Челлендж снова. Вот это да, столько бросков, да, а от Рамазанова снова проигрывал, и вновь бросок на 4 балла, и вновь он выходит вперед. Эмиль Рамазанов, несмотря на травму,
В общем, такой настоящий финал. Борьба за бронзовую медаль. Спрашивают у бокового арбитра тоже мнение. Счет остается неизменным, 14-12. Выигрывает Эмиль Рамазанов. И еще один бросок на 2 балла уже, 16-12. И переворот накатом, 18-12. Свисток 20. Два раза набрал и 20-12. За 36 секунд до окончания. Вот это да, вот это камбэк, да. 0-8 проигрывал Эмиль Рамазанов в первом периоде. И сейчас уже ведет со счетом 20-13. 1 балл взял все-таки сейчас Аюр Дандуков. Будет пытаться сейчас снова делать броски, но еще один только балл. 22-14 уже табло показывает. Видимо, такого соотношения баллов. Ведет 8 баллов Эмиль Рамазанов. Ну, наибольшее количество баллов было разыграно вообще, наверное, по ходу нашего чемпионата в этой встрече. Еще 1 балл, 15-22, 20 секунд остается. И бросок еще один на 4, да, или сколько? 19. 23. 19, мне кажется, да? 23-19. При том, что травмирован был Эмиль Рамазанов. 12 секунд всего остается. Пытается снова на бросок сейчас пойти Аюр Дандуков. 5 секунд остается. 1 балл набирает. 20-23. 4 секунды остается. И 1 бросок только. Даже 2 балла, да, за уклонение от борьбы. 21-23. Такого соотношения. 43 балла уже было разыграно в этой встрече. Тем более в малом финале. Наверное, мало когда такое видели. И еще 2 балла. 25-21. Вот это да. Со счетом 25-21 победу одержал Эмиль. Поздравляем Эмиля Рамазанова. Поздравляем команду Хабаровского края с бронзовой медалью чемпионата Дальнего Востока. Вот эта встреча. Характер показал, конечно, Рамазанов и выиграл бронзовую медаль. Тюмен Бадиев, Республика Бурятия, Тимур Николаев, Республика Саха. Ну и финал в этом весе до 79 килограммов. Борьба за золотую медаль. Тюмен Бадиев, Республика Бурятия, и Тимур Николаев, Республика Саха-Якутия. Наверняка и спортсмены сами заждались. Очень долго продолжался вот этот малый финал. Алексей Боровицкий, Константин Капрунов, Тимур Николаев Саха, выходит. Вальтер Владимиров. Просьба подойти на награждение. Начинается у нас финальная схватка.
Тимур Николаев и Тюмен Бодиев. Ну и узнаем мы имена золотых медалистов в весе до 92 и 125 килограммов сегодня вечером. В весе до 92 килограммов остался заключительный 5-й круг. Там 2 схватки будут проведено. А в весе до 125 килограммов Андрей Аронов и Никита Хабаров оспорят золотые медали. 3-е место у Евгения Алексеева, с чем мы можем уже поздравить его. Так, ждем. Бодиеву 30 секунд сейчас отсчитывает. Один 0 ведет Тимур Николаев. У нас идет финал. Проход в ноги от Тимура Николаева. Пытается уйти Бодиев. И уходит. Из очень сложной ситуации сейчас выбрался сухим из воды Тимур Бодиев, Тюмен Бодиев. Тимур Николаев атаковал. И завершается первый период со счетом 1-0 в пользу Тимура Борьбу за Николаева. первое место в весовой категории до 79 килограммов ведут в красном трико представитель команды Республики Бурятия Тюмен Бодиев. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха Тимур Николаев. Начинается у нас второй период финальной встречи. Тимур Николаев ведет со счетом 1-0. Еще 30 секунд отсчитывает Бодиеву Тюмену.
за неактивное ведение схватки. Несколько секунд остается. 2-0 в пользу Тимура Николаева. Но этот финал уже такой гораздо менее зрелищный. Очень осторожно схватку ведут спортсмены. Все атаки разбиваются от защиту, и пока активных действий нет. Но единственная атака вот была в первом периоде, когда ушел Тюменбадиев с захвата ноги. Чуть было сам в опасном положении не оказался Тимур Николаев. Один балл зарабатывает Тюменбадиев, опять же за счет предупреждения своего соперника. 20 секунд остается в этом финале. Тимур Николаев сейчас уходит в защиту. 14 секунд. Последний сейчас. 10 секунд пойдет отсчет. Ну и, конечно, будет атаковать Тюменбадиев. 5 секунд. 4, 3, 2. Ну и все, да. Поздравляем Тимура Николаева. Он приносит еще одну золотую медаль в копилку сборной республики Саха-Якутия. И становится чемпионом весовой категории до 79 килограммов. Сейчас пройдет церемония награждения весовой категории до 70 килограммов. Начинается торжественная церемония награждения чемпиона и призеров весовой категории до 70 килограммов. За третье место бронзовой медалью награждаются Егор Захаров, Вальтер Владимиров, Республика Саха-Якутия. За второе место серебряной медалью награждается Константин Капрынов, Республика Саха-Якутия. За первое место золотой медалью награждается Алексей Боровицкий, Республика Бурятия. Поздравляем чемпиона и призера весовой категории до 70 килограммов. На ковер Б на пятый круг весовой категории до 92 килограммов приглашаются Андрей Елбаскин, Республика Бурятия, Артем Сивцев, Республика Саха-Якутия. На ковер А сейчас приглашают борцов весовой категории до 92 килограммов, где пройдет заключительный пятый круг. Встречаются Сергей Николаев, Республика Саха-Якутия. А нет, Сивцев, да. Артем и Андрей Елбаскин. Андрей Елбаскин и Артем Сивцев, Республика Бурятия и Республика Саха-Якутия. На ковер А приглашается Сергей Николаев, Республика Саха-Якутия. Нет, все-таки поменяли, да?
Сергей Николаев и Фарид Казимов должны были выйти. Андрей Илбаскин, Артем Сивцев, ковер Б. Да, Ковер Б. поменяли ковер. На ковре Б будут бороться Андрей Илбаскин и Артем Сивцев. На ковре А будут бороться Сергей Николаев и Фарид На Кезимов. ковер А приглашается Сергей Николаев. Ввиду снятия врачом Фарида Кезимова победа присуждается Сергею Николаеву, Республика Саха-Якутия, весовая категория до 92 килограммов. Ну вот, объявили о том, что Фарид Кезимов снялся в связи с травмой, и Сергей Николаев одерживает победу в 5-м круге. Ну и заключительная встреча в этом весе — это встреча между Андреем Елбаскиным и Артемом Сивцевым. В случае победы Андрей Елбаскин обеспечивает себе золотую медаль. После этой схватки мы увидим финал весовой категории до 125 килограммов между Андреем Аруновым и Никитой Хабаровым. Тимур Николаев, Тюмен Бадиев, Герман Устинов, Повтор финала Дмитрий Рамазанов. чемпионата республики этого Гвоздь года. награждения. Артему Сивцеву сейчас засчитывает 30 секунд. Чай хотел где? Pak, sekretariat ada, arah. Mana coba sih? У Елбаскина первый балл. Тридцать секунд до окончания первого периода. Еще балл, и 2-0 ведет Андрей Елбаскин. Близок он к золотой медали нашего чемпионата.
На ковре Б в пятом круге весовой категории до 92 килограммов поединок ведут Андрей Баскин, Республика Бурятия, Артем Сивцев, Республика Саха-Якутия. Тимур Николаев, Тумен Гадиев, Герман Устинов, Эмиль Рамазанов. Просьба подойти на награждение. Так, второй период. Андрей Албаскин ведет 2-0. И еще один перевод. Из-за спину выходит Андрей Албаскин. 4-0. Сейчас встречи. 1,5 минуты остается. И переворот. 6-0. 8-0. И 10-0. Все. Андрея Албаскина мы поздравляем с золотой медалью нашего чемпионата. У сборной Бурятии уже 3-я золотая медаль во второй соревновательный день. Очень хороший показатель. Ну и по всей видимости у Александра Халыева серебряная медаль. Поздравляем, но остальные медали там арбитры подскажут, судьи. Ну и весовая категория до 125 килограммов мы ждем финал. Сейчас церемония награждения весовой категории до 79 килограммов. Тимур Николаев, Тумен Гадиев, Эмиль Рамазанов. Просьба подойти на награждение. Тимур Николаев, Тумен Гадиев, Эмиль Рамазанов. Просьба подойти на награждение. Эмиль Рамазанов, Тимур Николаев.
Начинается церемония награждения чемпиона и призера весовой категории до 79 килограммов. За третье место бронзовой медалью награждаются Герман Устинов, Республика Саха-Якутия, Эмиль Рамазанов, Хабаровский край. За второе место серебряной медалью награждается Тюмен Бадиев, Республика Бурятия. За первое место золотой медалью награждается Тимур Николаев, Республика Саха-Якутия. Поздравляем чемпиона и призеров весовой категории до 79 килограммов. Итак, на Б. Борьба за первое место весовой категории до 125 килограммов. Приглашаются представитель команды Республики Саха-Якутия Андрей Аронов, Никита Хабаров. Итак, заключительная схватка второго соревновательного дня нашего чемпионата. Супер тяжелая весовая категория до 125 килограммов. Два представителя сборной Республики Саха-Якутия. Андрей Аронов и Никита Хабаров. Ковер Б. Все внимание ковру Б. Повтор финала чемпионата республики. Два молодых борца. Два тяжеловеса. Андрей Аронов и Никита Хабаров. Чемпионат Дальнего Востока. Финальная схватка. Ну и на этом мы завершаем наш чемпионат. Начинается схватка. Артем Сивцев, Александр Халыев, Андрей Елбаскин. Просьба подойти на награждение. Напомню, в финале чемпионата республики на туше смог выиграть Никита Хабаров. Андрей Аронов в прошлом году был призером абсолютного чемпионата России. Чемпион России по пляжной борьбе. Победитель и призер всероссийских также турниров. Здорово прибавил Андрей. Один из самых тоже перспективных наших борцов в тяжелом весе. Вместе они тренировались и в училище Олимпийского резерва. В общем, очень хорошо друг друга знают, конечно. Андрею Аронову сейчас предупреждение. 30 секунд. И первый балл на счету Никиты Хабарова.
1-0. Последняя минута первого периода. Предупреждает арбитр борца в синем трико. Призывает бороться активнее тоже. Ну и это все может закончиться тоже во втором периоде. Счетом 1-1 уже в концовке мы узнаем, кто выиграет. Да? Ну, посмотрим. Пока вот такая вязкая борьба. Без технических действий особенных сейчас. 30 секунд. Перерыв Финальный 30 поединок секунд. в весовой категории до 125 килограммов ведут в красном трико Андрей Аронов, в синем Никита Хабаров, представители команды Республики Саха-Якутия. Андрей Илбаскин, Александр Халыев, Артем Сивцев. Просьба подойти на награждение. Так, второй период. Но Никита Хабаров сразу же показывает свою активность. Конечно, ему надо сейчас более активно атаковать, потому что сейчас арбитр может уже предупредить его, 30 секунд засчитать, и уже он окажется в роли догоняющего. Поэтому он сразу же с первых секунд второго периода идет вперед, что похвально, конечно. Понимает, как сейчас вести поединок ему. Ну, еще 2 минуты бороться, да? Андрей Аронов сейчас должен добавлять в темпе, рисковать и атаковать. Проходит в ноги Андрей. Пока без баллов. Никита Хабаров сейчас очень здорово пытается выйти за спину соперников, но пока держится Андрей. Да, взял 2 балла Никита Хабаров. Вот это да, 3-0 уже ведет. Нет, не стал сейчас в партере работать. 3-0 ведет. И здесь уже для Аронова наступает сложный момент. Ему надо уже набирать как минимум 3. Одно предупреждение уже не спасет. Евгений Алексеев, просьба приготовиться к награждению.
Заключительная минута финала. Весит до 125 килограммов. Проход опять в ноги. Пытался сейчас пройти Андрей. Защитился. 50 секунд. Никита все еще не отдает центр ковра. Не уходит в глухую защиту. Снова за спину переходит Никита Хабаров. 5-0. Очень уверенная схватка от Никиты Хабарова. Ни одного балла еще не отдал своему сопернику. И 5-0 ведет эту схватку. 30 секунд остается. Близок он к золоту чемпионата Дальнего Востока Никита Хабаров. К золоту чемпионата республики он может добавить и золотую медаль федерального округа. Стать сильнейшим борцом 11 регионов. Да, поздравляем Никиту Хабарова с этой победой. Андрей Аронов становится серебряным призером. Поздравляем борцов. Еще одна золотая медаль в копилку сборной Республики Саха-Якутия. 2 золотые медали у нас сегодня. Это Тимур Николаев и Никита Хабаров принесли золотые медали. Ну и, конечно, очень здорово показали себя борцы из Бурятии сегодня. Андрей Елбаскин 92 килограмма, Алексей Боровицкий до 70 килограммов и до 61 килограмма Джаргал Дамдинов. На этом, дорогие друзья, мы с вами прощаемся. Всего доброго, крепкого здоровья и хорошего настроения. До свидания. Никита Хабаров, Андрей Аронов, Евгений Алексеев. Просьба подойти на награждение.
чемпиона и призера весовой категории до 125 килограммов. Уважаемые любители вольной борьбы, на этом чемпионат Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе завершается. До новых встреч!